Я всех приветствую на сегодняшнем вебинаре нашей компании «Тибетская формула». Меня зовут Андрей Дуйко, я президент компании «Тибетская формула». И сегодняшний вебинар я хочу посвятить ответу на вопросы, которые у вас возникают, а также дополнительному объяснению того, как работает продукция. Давайте поставим плюсы тем, кто меня видит, и тем, кто меня слышит. И уже начнем. Сейчас я потушу палочку. В Фейсбуке долгое время не понимала, как грамотно обосноваться. Ваша колоритная лекция про социальные сети поменяла направление моего корабля, и лед тронулся. Это вы, ВАВ. Почему ВАВ? Я считаю, что всем миром управляет знание. Не чувство, как люди обычно думают, а знание. Чем больше у человека знаний, тем больше у человека возможностей. Хочу напомнить лозунг нашей компании «Тибетская формула», который звучит так. Лечусь экологично. Почему такой лозунг в нашей компании присутствует? Наверняка вы уже купили большое количество препаратов. Ваш любимый мужчина, который это все увидел, начал говорить: «Леночка, зачем ты это сделала? Тебе впихнули какую-то гадость, ты какая-то сумасшедшая, зачем ты это сделала, за большие деньги купила 100 баночек». Я хочу вас научить, что вы должны отвечать при этом. Вы должны говорить: я эти баночки купила, потому что я хочу лечиться экологично. Почему? Мы, наверное, ни для кого не секрет, живем в таком обществе, где присутствует сейчас высокая радиация, также большое количество используется пищевых эмульгаторов, красителей, всевозможных ингредиентов токсических, которые не только разрушают наше тело, но приводят к нас еще и к заболеваниям, плохому самочувствию и так далее. Естественно, заводы никто не отменял. Сейчас в мире, который немножечко пошатнулся, наверное, и в этом мире, в котором мы живем, уже не так тщательно обращают внимание на экологию, потому что все вынуждены, наверное, выживать. Ну, не все, а, наверное, часть или большая часть людей вынуждена выживать в этом мире. Как-то никого не особо заботит экология. И в этот момент, естественно, никто не вкладывает на то, чтобы полечить себя, а также никто не вкладывает на то, чтобы кушать экологически чистую пищу, находиться в экологически чистых районах, думать вообще в априори о своем здоровье и экологии, кушать пищу, которая была бы выращена в хороших экологически чистых местах, без использования гербицидов, пестицидов. И мы думаем, что пьем воду чистую, мы считаем, что пища, которую мы едим, она здоровая, при этом нервные состояния у нас становятся не лучше, а хуже, потому что цензура на многие информационные какие-то издания полностью отсутствует. Ну что вам сказать? Я могу вам сказать, что исходя из моих наблюдений, мои наблюдения заключаются в том, что с 2007 года по 2016 год количество аптек, которые находятся в городе Киева и во всех городах, которые находятся в Украине, выросли приблизительно в 11 раз. То есть если раньше на одной улице находилась одна аптека, и она не была ночной, то количество аптек, которые сейчас есть, их может быть в одном городе около 1000. Вы представляете, это один из самых лучших видов бизнеса, который называется фарм-бизнес. Но я могу вам сказать, раньше количество аптек было меньше, и количество доходов в этих аптеках этого дохода не было в таком большом объеме, какой доход сейчас в этих аптеках. А это говорит о том, что, скорее всего, обращение в аптечные сети, обращение по покупке фармпрепаратов выросло. Это говорит о том, что мы почему-то за вот этот период времени между 2007 годом и 2016, когда я начал это все наблюдать, скорее всего, начали чувствовать себя хуже. Естественно, мы начали чувствовать себя хуже. Это связано с тем, что начали применяться новые, наверное, экологически модифицированные продукты,
Также, скорее всего, начали добавляться в продукты питания стабилизаторы вкусов, которые являются токсическими, а также начали добавляться консерванты, которые очень часто являются токсическими. Также мы едим часть продуктов питания, которые имеют ярко выраженные вкусовые качества. Как я раньше говорил, ярко выраженные вкусовые качества – это всегда вредно, потому что в нашем мире не встречаются ярко выраженные вкусы сыра, не встречаются ярко выраженные вкусы клубники. Поэтому, когда вы покупаете жареную картошку в виде чипсов, она не вредна. А что же в ней вредно? Вреден запах, который находится в этих чипсах. Потому что этот запах, он происходит из ароматической отдушки, который, скорее всего, делает какая-то либо компания, которая занимается целиком вот такой вот промышленной пищевой химией. Я могу вам сказать, что любой запах, который вы чувствуете в продуктах питания, это вкус сыра, это вкус перца в кетчупе, это какой-то необычный вкус сыра в сыре, очень вкусный вкус молока, хороший запах озона от своей постиранной постели. Это все токсические отдушки, которые постоянно вас отравляют. И в борьбе за потребительским спросом многие компании используют токсические химические отдушки, а также используют для того, чтобы быть конкурентоспособными, токсические элементы, которые должны быть консервантами и сохранять молоко или стабилизировать его окисление на протяжении 2 лет, 3 лет. Конечно же, я не противник белорусских продуктов питания, но могу сказать, что единственная компания в постсоветском пространстве, которая использует один из самых ядовитых стабилизаторов вкуса и консервантов, это белорусская компания, которая делает белорусское долго хранящееся молоко. Хотя все говорят, что Белоруссия находится на первом месте, все обращают внимание на то, какие вкусные продукты и так далее. Я с этим совершенно не согласен, но тем не менее это уже не мое дело. Не в лучшую сторону отражается на общее состояние здоровья тех людей, которые живут в постсоветском пространстве. Из-за того, что приоритеты нашего социума поменялись, и люди немножко сдвинулись в сторону, наверное, зарабатывания денег, выяснения обстоятельств социальных, политических, многие люди перестали задавать себе вопрос, почему они начали болеть вновь и вновь. Объяснение этому есть. Когда вы боретесь с политикой, когда у вас есть какие-то социальные свои взгляды, то это переносит ваш референтный индекс, вы просто не обращаете внимания на то, что вода стала грязнее, на то, что продукты питания часто вызывают диарею, на то, что часто появляются простудные заболевания, на то, что почему-то весной высыпаются волосы, трескается кожа, наверное, появляются какие-то пузыри на теле, которые по непонятным причинам сами появляются, сами лопаются, никто не может найти ответы. По идее, покупайте вкусные продукты питания, лежите на очень чистой постели, используйте гигиеническую химию, которую используете в виде аэрозоля или используйте в виде отдушек для унитаза, и после этого, не выходя из дома, питаетесь хорошей пищей, но при этом у вас начинаются отеки, начинают отекать ноги, появляются циститы, воспаление мочевого пузыря, появляются пилонефриты, панкреатиты, и вы не можете понять, от чего это происходит. Хотя очень часто на фоне хороших, стабильных нервных состояний, общей стабильности в семье у человека, который находится дома, вечером гуляет, кушает хорошую пищу, у него появляются тяжелейшие заболевания, и человек не может понять, из-за чего это. А объяснение этому есть. Это использование доместоса для мытья полов, использование дорогих порошков с хорошим запахом белья, который пахнет озоном, прямо свежевыстиранным, с лимоном, не понимая, что это является тяжелейшей химической отдушкой, которой вы потом дышите целую неделю, причем дышите в виде ингаляции всю ночь по 7, 8 или 10 часов, пока вы лежите на этой кровати. Используйте спрей для обогащения запаха воздуха, не понимая, что данные спреи являются токсическими элементами, отравляя вас. Я вообще не понимаю, как люди умудряются жить еще до сих пор и чувствовать себя как-то. Естественно, не ищите объяснения, почему вы болеете, и не сводите это только к тому, что плохо спите или чувствую себя плохо, начинаю отекать, не знаю, почему это происходит. Мой совет: мойте руки хозяйственным мылом, не используйте ароматические отдушки, не дышите ими.
Стирайте белье постельное самыми дешевыми стиральными порошками, которые ничем не пахнут. И старайтесь зимой не есть огурцы, помидоры, то, что не растет зимой. Потому что тепличные огурцы и помидоры, они обычно связаны с тем, что их выращивают с использованием гербицидов, пестицидов. Раньше, когда люди ели салаты, у них никогда не болела печень. Сейчас люди, переходит зима, люди начинают кушать огурчики, потому что истосковались по ним, кушать помидоры, кушать капусту, не знаю, какие-то редиски. И после этого у них начинается обострение, начинает болеть двенадцатиперстный кишечник, начинает болеть печень, ухудшается общее состояние. И человек говорит, надо же, я вегетарианец, не ем мясо, при этом ем только овощи и фрукты, и при этом так чувствую себя плохо. Ну, конечно, если бы человек принимал только мясную пищу, то у него было бы меньше шансов добавить в свой рацион питания такое большое количество гербицидов и пестицидов. Также могу сказать, что вы часто делаете или совершаете ошибку, когда используете фильтра для фильтрации воды. Я считаю, что фильтра угольные, которые используются для фильтрации воды, к сожалению, не очищают нашу воду, но добавляют в эту воду микрочастицы вот такого микродисперсного, скорее всего, угля, который в дальнейшем не в лучшую сторону изменяет работу нашего кишечника. Также я могу сказать, что всевозможные электрические, гальванические очистители воды, они всегда очень плохо сказываются на качестве воды, а также в случае, если это очищение чуть ли не до стерилизации, то нашим организмом такая вода не воспринимается, и наш организм в итоге не получает той жидкости, которую мог бы получать. Потому что наш организм настроен на то, чтобы получать минерализированную воду. Если вода не минерализирована, то наш организм не насыщается этой водой, она просто как входит, так и покидает наш организм свободно. Здравствуйте, Андрей Андреевич, дочке 14 лет, пропила сурактам, канцерамидин, черничную пасту. Даже чуть больше месяца, все равно она кашляет. Что еще нужно для нее? Давайте ей демилон, еще раз канцерамидин и бронхоспатин. Вот такие препараты. Уличная мода. Моя мама на интуитивном уровне все это делает, что вы говорите по поводу мыла. Хотя может покупать все самое дорогое. Дегтярное мыло еще любит, и тело ей моет, и потрясающе выглядит. А помидоры они летом замораживают в большом холодильнике. Ваша мама молодец. Если можно, посоветуйте что-нибудь при воспалении седалищного нерва. Онемела правая нога и очень больно. Я могу вам посоветовать, это заболевание, чтобы вы понимали, называется по-другому ишиаз. Ишиаз легче всего лечится. Почему ишиаз возникает у человека? Ишиаз очень часто возникает у человека из-за надсады, он там что-то тяжелое поднимает, а также из-за того, что в одну из частей тела, скорее всего поясницу, постоянно дул холодный воздух, и скорее всего поясница простыла. Можно ли чем-либо помогать человеку, у которого ишиаз? У нас в нашей компании есть замечательный препарат, называется «Золотой бальзам Дуйко». В этом препарате находится кобриный яд и пчелиный яд. Он очень легко помогает при ишиазе. Естественно, нужно дать вам какой-нибудь народный рецепт. Я сейчас попробую найти что-нибудь. Сейчас, ишиаз. У меня книжка. Я ее написал. Итак, при ишиазе делать 2-3 раза в день массаж спины скалкой. Каким образом это делается? Берете обыкновенную скалку, которой нужно раскатывать блины, и катаете сначала по пояснице, потом по ягодицам, и после этого по нижней части бедер, и делаете это активно, чтобы ваша спина разогревалась. Также в это время рекомендуют пить рыбий жир по 1 столовой ложке не менее 3 раз в день курсом 1 месяц. Могу сказать вам по поводу применения рыбьего жира. В случае, если вы принимаете рыбий жир, старайтесь покупать рыбий жир в жидком виде. Не покупайте рыбий жир с чем-то, покупайте рыбий жир не в капсулах. Так как в случае, если использовать рыбий жир в капсулах, то количество желатина и количество, соответственно, самого рыбьего жира, как действующего вещества, чрезвычайно малое.
В советское время в лечебных протоколах, которые были связаны, извините, в лечебных протоколах, которые были связаны с лечением детей или с взращиванием детей, было сказано о том, что в случае, если у ребенка дистонии всевозможные, а также у ребенка недостаточный рост, заболевание рахит, то этому ребенку нужно назначать прием, введение в рацион питания приема рыбьего жира. И рекомендовалась такая дозировка: 1 столовая ложка на 10 килограммов веса. Таким образом, если в ребенке было 30 килограммов, то разбивали дозу принятия 3 столовых ложек на целый день. А теперь давайте посчитаем. Во мне добрых 100 килограммов. Я в течение дня должен принимать не менее 10 столовых ложек рыбьего жира для того, чтобы у меня появился хороший эффект. Естественно, когда вы покупаете капсулы рыбьего жира с омега-3, как я это видел, там продают в фарм-сети, и принимаете, попробуйте освободить этот рыбий жир из этой капсулы и взвесить его на 1 столовой ложке и посчитать, получаете ли вы необходимую дозу для того, чтобы получить определенный терапевтический эффект. И ответьте сами себе на этот вопрос. Естественно, еще раз хочу вам сказать, что рыбий жир необходимо принимать в жидком виде. Если у вас очень часто болит поясница, в случае, если у вас есть проблемы с коллоидными составляющими вашего позвоночника, у вас разрушается хрящевая ткань, вы болеете остеопорозом, то вам необходим рыбий жир, который вы должны принимать, соответственно, 1 столовая ложка на 10 килограммов веса. Разбив принятие этих доз, нельзя принять за один раз. И нужно разбивать, вот для меня, для 100-килограммового мужчины, нужно разбить этот прием препаратов на 10 доз. Получается, мне нужно, наверное, каждые 3 часа принимать по столовой ложке, и принятие должно быть не менее 10 дней подряд. Какой будет эффект? Вы, наверное, слышали о препарате кондриатин-глюкозамин. Это препарат, который восстанавливает хрящевые ткани у человека. Так вот, прием в такой дозировке рыбьего жира автоматически восстанавливает и лечит такие заболевания, как заболевание остеопороз, заболевание остеомиелит, заболевание артроз тазобедренного сустава, заболевания, связанного с сосудами шейных артерий, коронарных артерий. Очень рекомендую, хотя врачи этого не скажут никогда, очень рекомендую людям, перенесшим инсульт, как ни странно. Могу сказать, что в случае, если вы будете принимать такие препараты, как рыбий жир, и будете принимать его вот в такой терапевтической дозе на протяжении 10 дней, то вы на длительное время избавитесь от заболеваний, связанных с ишиасом поясничного нерва. И это улучшит общее состояние в случае, если у вас есть глухота развивающаяся, шум в ушах, болит очень часто там место воротниковой зоны шейного отдела позвоночника. В большом количестве образовывается солевой диатез. Я очень рекомендую в это время как раз принимать именно рыбий жир. Вы что, 10 раз собираетесь кушать? Ну, конечно, как хотите. Я считаю, что если 10 раз вы едите, то, наверное, вам столько пищи не нужно. Я считаю, что обыкновенному человеку, который уже вырос, у которого уже не делятся клетки, конечно, странно то, что я буду говорить. Тем не менее, я считаю, что человеку достаточно в течение дня полноценного перекуса 1 или 2 разов. Не верьте в то, что врачи раньше говорили, что у человека должен быть четкий прием пищи. Я согласен с этим. Если вы принимаете пищу четко в одно и то же время, и пища это одна и та же, вы будете за счет этого худеть. Но в случае, если вы будете просто перекусывать на протяжении дня, скорее всего, перекусывать так, чтобы эта пища была полезной, я думаю, это салат или винегрет, а вечером, возможно, каша или даже овощной суп, то этой пищи вам будет достаточно для того, чтобы функционировать. Почему? Особенность нашего организма детского заключается в том, что организм детский вынужден строить свой организм. А когда организм уже построен, то прием пищи целиком связан с поддержанием нашего организма или функционированием нашего организма. Поэтому я часто говорю такие слова, что нашему организму такое большое количество нашей пищи не нужно. Нет никакой необходимости принимать такое большое количество пищи, которое мы принимаем. Я могу даже больше сказать. В случае, если вы принимаете большое количество пищи, то организм вынужден эту пищу не только не переваривать,
а вынужден ее или каким-то образом аккумулировать, избавляться и выводить из себя, на что тратится очень большое количество нашей физиологической внутренней энергии. Могу вам сказать, что израсходование энергии внутренней, которая идет на переваривание и непереваривание и утилизацию той пищи, которую мы употребляем, чрезвычайно высоко. Я могу вам сказать, что гораздо важнее для нас прием пищи, которая недостаточно калорийная, которая имеет не очень ярко выраженные вкусовые качества. Также я могу сказать вам, что нам нет никакой необходимости пить огромное количество воды, как это советовали в свое время врачи. Сейчас я чаще и чаще замечаю публикации, скорее всего, возможно, даже с моей легкой руки, публикацию врачей, которые начали публиковать в интернете об опасности приема большого количества жидкости. Я могу сказать, что я с этим совершенно согласен. Человеку нет никакой необходимости пить по 2 и по 3 литра воды, потому что это разрушает наши почки, а также нехорошо действует на составляющие нашей крови, приводит к отеку коры головного мозга, может привести в дальнейшем к развитию заболевания гидронефроз почки или заболевание отек, или заболевание ишемическая болезнь сердца или гипертоническое заболевание сердца. Ну, в дальнейшем там к чему угодно может привести. Я считаю, что если человек взрослый, ему особо пить не хочется, то тогда этому человеку не нужно увеличивать дозу потребления жидкости совершенно. Втягивать в нос собственную мочу 2-3 раза в день – это не то. Дальше ванны с солью. 1 пачка солью на ванну. Да, 1 пачка солью на ванну и с добавлением хотя бы 30 или 40 капель йода. То есть человек берет соль, добавляет туда йод и принимает горячие ванны. Можно не целиком, а можно садясь в такую ванночку только по пояс. Это тоже лечит ишаз. При ишазе очень хорошо меньше ходить. Ишаз – это заболевание, которое связано с тем, что вы рвете себе жилы так часто или так много работаете. Я вообще считаю, что в случае, если у вас есть вот такое болезненное заболевание поясницы, то я считаю, что вам нужно как можно больше лежать. При этом нужно зафиксировать широким поясом вашу поясницу и делать так, чтобы она все время грелась. А в тот момент, когда вы можете полежать, вам необходимо делать микромассажи вашей кожи чем-нибудь там колючим шариком, я видел такие аппликаторы, или лежать на аппликаторе Лепко или Кузнецова, которые продаются в аптеке. Это разгружает вашу нервную ткань поясничного отдела от воспаления, и воспаление переносится более в верхние отделы мышечных тканей, тем самым разгружая вот этот отек нерва седалищного, который воспаляется и, скорее всего, там может демиелинизироваться или там что-то с ним может происходить. Также я могу сказать о том, что существует ряд таких народных способов. Один из них – это лечение боли в пояснице свежесваренным яйцом куриным. Человек берет свежесваренное куриное яйцо, после этого очищает, и вот этим яйцом массажирует себе поясницу до того момента, пока яйцо не остынет. После этого вновь берет 2-е яйцо, массажирует, 3-е яйцо. После этого обязательно одевает фиксирующий пояс, и этот фиксирующий пояс носит. Также я хочу вам посоветовать, если вы уже одели фиксирующий пояс, то ограничивайте возможности повороты в ту сторону, которая доставляет вам болезненные состояния, болезненные ощущения. Если вы не можете стать на одну ногу, то это, скорее всего, говорит о том, что вы должны лечь и вылежать вот такую невралгию седалищного нерва. Также могу вам сказать, что из растений, которые есть или которые можно использовать в ходе лечения данного заболевания, на первое место можно поставить, наверное, зверобой с клевером. То есть можно взять зверобой и клевер напополам, добавить туда можно еще, что-то может привести к восстановлению воспаления нервной ткани. Можно арнику, но она дорогая, и создать вот такой для себя чай, который будет из клевера, зверобоя продрявленного и арники в равных пропорциях. Принимать по 1 столовой ложке на стакан воды можно 1 или 2 раза в день. Врач сказал, никогда нельзя пить любые витамины, особенно группу В. А другой врач сказал, нужно пить витамины. Вот подумайте сами, на сегодняшний день количество информации, которая есть в интернете, она противоречива.
и количество этой информации, ее очень много. Вы понимаете, здесь все связано с каждым индивидуальным способом лечения. Получается, в случае, если вы принимаете одни препараты, скорее всего, вам нужен или необходим витамин В2 или витамин В6. Витаминов группы В очень много. Витамин В3 – это ниацин, витамин В6 – это там тоже там какая-то кислота. Что вам сказать? Во многом у нас постоянно в нашем социуме, в котором мы проживаем, во многом обычно не хватает как раз витаминов, а также не хватает микроэлементов. Среди таких, наверное, самых необходимых человеку микроэлементов – это микроэлемент магния. Почему? Особенность микроэлемента магния заключается в том, что он участвует или он израсходуется в тот момент, когда человек испытывает состояние стресса. Поэтому, если у вас состояние стресса, вам прямо необходимо принимать цитрат магния. Почему цитрат? Цитрат усваивается в организме, а вот аспарагинат или глюконат магния уже не воспринимается и выводится. У меня нарушение белкового обмена и предмеланомное состояние, увеличена селезенка, повышенные лейкоциты и тромбоциты, а биохимия нормальная. Температура может продолжаться держаться 37, а ночью 36. Подскажите, что пропить для регуляции еще? Пью Sprinlove, заказал аминокислоты и комплекс солей. И что помогает для рассасывания гематом, они образуются у меня при ушибах. Сейчас в нашей компании, сегодня я еду на производство, и уже послезавтра у нас выйдет новый препарат. Мы его напечатаем на титульной странице нашего сайта tfd.com.ua. Он еще не имеет даже названия. В этом препарате находится ряд действующих веществ, среди которых никотиновая кислота, коэнзим Q10 и специальное действующее вещество этилен-диэтанол, тетрауксусная кислота и ее производная, которая называется этилен-метинол тетрауксусной кислоты, триггер. Это карбоновая, это как бы соединенные между собой карбоновые кислоты, которые насажены грубо на никотиновую кислоту. Также там находится около 21 микроэлемента клеточных солей, которые необходимы человеку вместе с коэнзимом Q10. Что будет происходить, когда человек будет принимать такой препарат? В нашем теле все заболевания являются заболеваниями распада молочной кислоты. То есть, что бы в нашем организме ни происходило, в нашем организме всегда выделяется молочная кислота, и эта молочная кислота в случае, если болеет человек, увеличивается до больших размеров, в случае, если есть онкологическое заболевание, этой молочной кислоты становится еще больше, в случае, если есть онкологическая опухоль и рядом находятся обыкновенные части нашего тела, то количество молочной кислоты, которое вырабатывает онкологическая опухоль, больше, чем количество молочной кислоты, которое вырабатывает наше тело. Таким образом, можно сказать, что почему-то количество молочной кислоты прямо пропорционально с нашим здоровьем. Много молочной кислоты – плохо себя чувствуем. Мало молочной кислоты – хорошо себя чувствуем. Когда человек переживает, количество молочной кислоты увеличивается. Я долго думал, каким образом можно привести наш организм в порядок, и я могу сказать, что идея возникла совершенно недавно. Почему бы не донести в каждую клетку нашего тела определенный маркер, который заставит реагировать наши интерлейкины и фагоциты на большое содержание групп молочной кислоты с целью их уничтожения. И был придуман этот препарат. Почему именно никотиновая кислота? Особенность никотиновой кислоты заключается в ее всепроникновенности. Если вы выпьете сейчас 3-4 миллиграмма никотиновой кислоты, то через 30-40 минут вы сможете найти эту никотиновую кислоту в каждой клетке вашего организма. То есть она проникает, причем она проникает больше, чем все остальные ферменты, элементы, которые могут вообще попасть в ваше тело перорально. Таким образом, в случае, если вы выпьете сейчас небольшое количество никотиновой кислоты или ниацина, то следы этого
следы никотиновой кислоты у вас будут в мозге уже через там 1, 2, 3, 5 секунд после того, когда попадет это перорально, и после этого у вас желудок. В случае, если пройдет 3-4 часа, то эта никотиновая кислота, она будет находиться везде в вашем теле, совершенно везде. То есть она будет находиться и в ногтях, и в волосах, и в верхней поверхности, и в слюне, и в выводящих слюнных железах, и в выводящих слезоточивых железах, ну, где только можно. Таким образом, это говорит о всепроникаемости данного вещества. И есть специальное вещество, которое было, ну я грубо буду говорить, насажено на никотиновую кислоту. То есть никотиновая кислота – это вещество, которое доносит, и плюс вещество, которое должно восстанавливать. Одно из этих веществ – это то, о котором я сказал. Я еще раз его называть не буду. А второе вещество – это вещество коэнзим Q10, которое должно восстанавливать действующее вещество клетки. Естественно, это маркирует, когда такое вещество попадает в места, где есть узлы молочной кислоты или скопление молочной кислоты, то данные узлы маркируются данным веществом, и наша иммунная деятельность начинает очень активно работать над тем, чтобы убрать данное заболевание. Итак, когда это можно использовать? Я могу на сегодняшний день утверждать, что в случае, если у вас были заболевания боррелиоз, а также заболевания, укусы там клеща, там, я не знаю, малярии, каких-то заболеваний, связанных с вирусной этиологией, или заболеваний, связанных там с отравлением, то, скорее всего, где-то в вашем герпевирусной инфекции, то, скорее всего, где-то находятся места скопления, или вы болеете красной волчанкой, ревматоидным полиартритом, где-то находится самое большое место скопления, скорее всего, вот таких молочной кислоты, и на фоне этой молочной кислоты большое количество данных бактерий. Когда вы примете этот препарат, то в тех местах, где у вас есть артрит, или в тех местах, где у вас есть воспалительные процессы, сверху этих мест обязательно произойдет высыпание, обострение и шанкр. То есть произойдет, допустим, у вас ревматоидный полиартрит и больше всего болит кисть. После нескольких дней приема данного препарата на кисти могут появиться прыщики, после этого может появиться как мокнущая экзема, и после этого может 2 дня почесаться эта кожа, и там через 2-3 недели это исчезнет. Но когда это исчезает вместе с полиартритом. Это настолько уникально, то, что было сделано. Я не утверждаю, что это может вылечить все заболевания, но я надеюсь на то, что это может быть очень уникальным пищевой добавкой, сейчас я поулыбаюсь, уникальной пищевой добавкой, которую будет делать наша компания. Я посмотрю, это будет недорого, и это может быть как бы ключевым действующим веществом в ходе лечения практически повсеместных заболеваний. Ну, я не хочу ставить на вас опыты. Я могу сказать, что наша семья достаточно долго принимает данные препараты. У нас принимали дети, принимали взрослые, очень хороший результат. То есть на фоне общего улучшенного состояния появляется увеличение сокращение мышц, тонуса мышц, появляется хорошее сосредоточение, появляется тепло внутреннее, плюс очень хороший показатель, потому что кожа становится розовая, становишься моложе и чувствуешь себя процентов на 70 лучше. Есть ли противопоказания? Никаких пока. Сейчас его нет, этого препарата, он будет в четверг. Мы его в четверг придем. Андрей Андреевич, у меня ночные, утренние боли в желудке, что делать? У нас есть чай, этот чай называется железняк. Я очень рекомендую попринимать чай железняк, в случае, если у вас есть боли ночные и боли дневные в желудке. 1 чайная ложка на 1 стакан воды. Буквально 3-4 дня будете принимать чай железняк и забудете. В случае, если у вас это не пройдет, то я рекомендую чай железняк чередовать с употреблением каолина, нашего препарата. 1 столовая ложка на 1 стакан воды. Оксана, дай мне, пожалуйста, наш препарат ЕМА.
я хочу сегодня презентовать наш препарат. Вы его очень хорошо знаете. Он называется этилен. Как же он правильно называется? Этилен-диамин тетрауксусная кислота. Этилен-диамин тетрауксусная кислота. ЕМА. В чем особенность данного препарата и почему я рекомендую данный препарат принимать? Данный препарат – это препарат, который убирает из организма человека токсические элементы или отравления тяжелыми солями, пестицидами, гербицидами или чем-либо еще. Таким образом, в случае, если вы когда-либо в жизни были отравлены, от аммиака до каких-то тяжелых компонентов, я могу вам сказать, что вы все отравлены вместе со мной. Почему? Особенность проживания в городе, в котором живет больше 1 миллиона человек, подразумевает большое количество автомобилей. Когда работает автомобильный двигатель, то хотим мы или нет, выходит выхлоп из этих двигателей. Выхлоп имеет в себе элементы сгорания и полураспада с включением тяжелых элементов и оксидов тяжелых металлов. Очень часто при сгорании происходит не просто появление оксидов тяжелых металлов, а еще и увеличение общей радиации. В случае, если вы чувствуете себя плохо, то это на теле часто появляются пузырьки, скорее всего, чувствуете себя плохо и вам не помогает никакое лечение. И врач говорит, что у вас очень густая кровь, у вас высокий холестерин, очень тяжелое состояние, просыпание, общая усталость. Я очень рекомендую принимать данный препарат. Этилен-диамин тетрауксусная кислота. Этилен-диамин тетрауксусная кислота. Здесь нарисовано убирание этилен-диамином тетрауксусной кислотой холестериновых бляшек из сосудов. Но на самом деле это не является основной задачей или основной целью данного препарата. Основная цель данного препарата – это убирание тяжелых металлических оксидов, оксидов нашего организма, которые находятся в нашем организме. Я считаю, что в случае, если у человека есть панкреатит, если человек очень часто болеет простудными заболеваниями, если у человека стабильно экземы или псориазы, если у человека есть непроходимость сосудов, тромбофлебиты, варикозное расширение вен, заболевания, при котором повышаются липопротеиды высокой плотности и липопротеиды низкой плотности. Я считаю, что во всех этих случаях очень необходимо принимать препарат ЕМА. Данный препарат ЕМА, его нужно принимать особым образом. Еще хочу вам сказать. В случае, если вы приготовили борщ или суп и не хотите, чтобы этот суп у вас испортился, а холодильника нет, достаточно добавить 1 чайную ложку вот этого немного соленого препарата. Он является натуральным, очень хорошо действующим консервантом. Он не повлияет никаким образом на вкусовые параметры. В случае, если вы не хотите, у вас очень тяжелая вода, которой вы стираете, и ваша одежда не отстирывается. Достаточно 1 чайной ложки данного препарата, чтобы вода поменяла свою кислотность и стала более мягкой. Вообще данный препарат, он очень универсальный, и особенность его заключается в том, что он не накапливается в нашем организме. После того, когда вы его принимаете, вы не найдете его следов уже в следующие 2,5-3 часа. Поэтому, когда вы начинаете принимать этот препарат, то его дозировку я рекомендую, рекомендованная мной дозировка, это дозировка 1 чайная ложка каждые 3 или 4 часа до принятия 4 или 5 раз по 1 чайной ложке в разное время данного препарата. Если вы начали принимать данный препарат, всегда помните, его необходимо принимать с витамином С и витамином Е. Мои рекомендации. Рекомендую принимать препарат этот, если у человека есть сахарный диабет, гипертоническое заболевание сердца, непроходимость кишечника, частые вирусные заболевания. Первые признаки влияния данного препарата – снижающееся давление. В этом ничего страшного нет. Почему снижается давление? Дело в том, что данный препарат убирает холестериновые новообразования,
с ваших сосудов, тем самым увеличивает объем внутренней системы внутренней кровеносной системы. Таким образом, если объем кровеносной системы увеличивается, то это снижает внутреннее сосудистое давление. Таким образом, если человек страдает гипертензией, то первое время он может полечиться. Но я еще раз хочу сказать, данный препарат не является препаратом, созданным для лечения гипертензии, давления или сосудистой гипертензии. Данный препарат целиком связан с гомоцистеическим воздействием на наш организм. Я считаю, что самая важная идея этого препарата – убирание из человека радиации, убирание из крови оксидов. Естественно, если данный препарат еще является мощнейшим антиоксидантом, то использование данного препарата приводит человека к тому, что он становится моложе. Грибок на ногтях, согласен. В случае, если грибок на ногтях, можно использовать данный препарат. Можно припить препарат перорально, а также использовать данный препарат в виде того, чтобы накладывать ваточку с данным препаратом на ногтевое ложе, которое поражено грибком. Сколько по времени его принимать? Не менее 1,5 месяца. Не менее. Не менее. Я рекомендую вместе с этим препаратом для улучшенного эффекта принимать препарат наш, который называется витаминный комплекс С с Е. Таким образом, данный препарат нужно принимать так. 1 чайная ложка каждые 3-4 часа до 6 приемов, 6-разового приема этого препарата вместе по 1 таблетке с витамином С и Е. У нас есть такой БАД, он называется витамин С и Е, который создан специально для того, чтобы принимать вместе с препаратом ЕМА. Вы сказали, что будет новый препарат. Ждите, напишите мне письмо, я вам первое отправлю. У меня нарушение белкового обмена, все можно лечить. И предмеланомное состояние. Не бывает предмеланомного состояния. Это врач придумал, он вас напугал. Вы напрасно считаете, что есть какие-то состояния, которые могут быть предмеланомные или предкарциномные и так далее. Такого понятия не бывает. Бывает заболевание меланома и бывает его диагностика, а пред не бывает. Почему? Ни один из врачей, которые живут сейчас во всем мире, они не могут с точностью на 100% сказать, что является тем элементом, который приводит человека к тому, что у него появляются онкологические новообразования. Вот если есть огромное количество доказанных и недоказанных, противоречащих друг другу гипотез, также на фоне исследований происходит много новых открытий и парадоксов. Таким образом, ученые со всего мира или во всем мире, скорее всего, не смогут сказать, что есть что-то, что может вызывать заболевание меланома. Есть гипотетические как бы идеи, которые могут сказать, что возможно вызвать меланому может неусваиваемость белка там, или еще что-то. Но это на самом деле бездоказательно. Там состояние предмеланомное, это состояние, которое придумал врач, и я считаю, что лишний раз вас напугал, не нужно в этом направлении думать, как вы сейчас думаете. Если у мамы появилось много седых волос, и она не замечает, я считаю, что маме нужно принимать препарат Панкресорб. У нас есть сотрудник, который работает в нашей компании. Этот сотрудник, у него очень, наверное, требовательная жена. И эта требовательная жена, у нее уже много лет есть заболевание поджелудочной железы, панкреатит. И они обратились к врачам, и врачи сказали, что данное заболевание его необходимо лечить длительное время, не менее 6-7 месяцев. Я ему посоветовал привести своей жене наш препарат и дать ей наш препарат Панкресорб. Когда она начала принимать этот Панкресорб, то буквально через 2 дня все боли исчезли раз. И теперь она кушает все подряд, не заботясь о том, что она ест. При этом все боли поджелудочной железы полностью самоустранились. И так что я могу сказать, что данный препарат имеет свою достаточно ярко выраженную эффективность, очень рекомендую.
Андрей Андреевич, здравствуйте, ученица школы Кайлас, прохожу первую ступень. Огромное спасибо. Маме 76 лет, а папе 78. Сейчас у обоих очень высокое давление. Каждое утро более 200. Днем немного спадает. У мамы очень плохо работают сосуды. Ноги ниже колен уже много лет онемевшие и холодные. Плохо работает сердце. Но сейчас главная проблема – давление. Ничем не можем стабилизировать. В нашей компании есть такой препарат. Ну, их ряд препаратов, но есть очень хороший препарат. Это чай Тонизон и препарат Тонизон. Вот если взять только два этих препарата, чай Тонизон и препарат Тонизон, и давать так. Тонизон препарат в виде таблеток, давать по 2 таблетки 3 раза в день, и чай Тонизон заваривать, 1 чайная ложка на стакан воды, и давать вашим родителям и чай, и препарат, то давление стабилизируется уже в течение следующих, я не знаю, 9-10 дней. Причем, если вы дадите этот препарат на протяжении 2 месяцев, то после этого они на длительное время, ну, до года, наверное, забудут о том, что у них были скачки давления, гипертоническое заболевание сердца. При этом не нужно там ни налоприл, ни метопролол, там ничего. Еще раз скажите. Ни НАП. У нас препарат называется Тонизон. Также я рекомендую использовать чай Тонизон в ходе лечения данного заболевания. Добрый день, Андрей Андреевич. Сбои цикла идут на протяжении года. Очень хочется стать мамой. Купила ТФ, Гормонорм, Женское здоровье, Прокмарти и Коронеш. Вчера получила продукцию. Мне сразу применять или как-то чередовать? По поводу приема препаратов могу порекомендовать делить препараты на 2 приема. Допустим, человек не может за один раз принять 8 таблеток там, или 12 таблеток. Поэтому человек может рекомендую принимать так. Поделите те препараты, которые у вас есть, так, чтобы в один день принимать там, одни препараты, в другой день принимать другие. Или циклами разделите, если у вас много препаратов, на принятие одних препаратов 1 неделю, других другую неделю, третьих третью неделю, четвертых четвертую неделю. Таким образом, одни органы будут реабилитироваться в тот момент, когда произошло влияние на эти органы, а вторые органы в этот момент будут лечиться. Понятно? Таким образом, вы можете поделить курсы лечения на 3 разных курса, которые и препаратов на дольше хватит. И препаратов на дольше хватит. Ну и не будет таким сильным стрессом, наверное, для организма. Внучка 4,5 года временами сильно заикается. Как можно и чем можно помочь? Как вам попасть на диагностику? Вам нужно привести вашего ребенка мне на сеансы гипнотического воздействия. Я могу ребенка привести в состояние гипноза и где-то за 10 сеансов полностью убрать заикание. Обычно 1 раза достаточно для того, чтобы убрать активное заикание. Каждый последующий убирает по чуть-чуть заикания, а на 3-4 раз происходит как бы обострение. Но могу сказать, что за 10 сеансов между тем, что сейчас, и тем, что будет, ну, будет пропасть. То есть заметно, ну, процентов на 90 будет лучше разговаривать. Я могу вам сказать, что есть такие люди почему-то, ну, где-то сейчас я уже понимаю, почему это происходит. Но есть такие люди, которые, там, допустим, у меня был мальчик, у которого сильнейшие абсансы, то есть у него дергание все время тела, неконтролируемые, тяжелейшее неврологическое заболевание. Через 10 сеансов гипноза ребенок выровнялся, перестал дергаться, и дальше осталась только психологическая проблема. И вот эту психологическую проблему я тоже ее выявил и сказал родителям, как можно это исправить. Но есть такие люди, у которых, которые имеют данное заболевание, допустим, точно такое же абсентивное дергание, неврология такая, когда человек там дергает лицом или еще что-то делает. И пока я провожу курс гипнотического влияния, у него это происходит и исчезает на какое-то время, а проходит там 10-15 недель, после этого человек приезжает, у него это все возвращается. С чем это связано? Я считаю, что это связано уже с какими-то глубокими психологическими факторами адаптации к внешнему миру. Возможно, это его реакции на стрессы, возможно, это его реакции на какие-то нервные состояния, которые у него возникают. Он таким образом расслабляется. То есть вот так вот у него это происходит. Естественно, такому человеку уже помочь сложно. Но могу сказать, что есть
статистика, в этой статистике, ну, наверное, 90%, людей, которые проходят вот такие гипнотические влияния, избавляются все-таки от своих проблем. Андрей Андреевич, микроволновка сильно вредит человеку? Нет, микроволновка и Wi-Fi не сильно вредят человеку, а вот телефон, чем дороже, тем сильнее вредит человеку. Поэтому, вы считаете, что если вы вместо телефона будете использовать прищепку, которую будете носить на ухе, то прищепка будет меньше влиять. Нет, мы телефон приложили, убрали, а прищепка у вас будет с электромагнитом висеть на ухе целый день. Таким образом, если вы носите электромагнит на ухе, то это хуже, чем если бы вы взяли, поговорили и убрали. Кого вы обманываете, непонятно. Поэтому могу вам сказать, что если ваш телефон во время разговора очень сильно нагревается, то вот так, как нагревается телефон, так в этот момент нагревается ваш мозг. А защиты, которые от электромагнитных для телефона, не бывает, их не существует. Не существует. Ну вот если у вас телефон нагрелся и нагрелся с защитой, почему она тогда не сработала? Ведь это, вы что думаете, какая-то пластмассовая пластиночка или пластмассовая какая-то прозрачная пленочка может являться защитой от электромагнитного воздействия? Я могу вам сказать, что вы можете сделать. Возьмите эту защиту, положите на тарелку, положите ее в микроволновку. Вот если расплавит эту защиту на вашей тарелке, то тогда это не защита, а обыкновенная клеенка. Естественно, такую клееночку нам просто продают, потому что это очень хороший маркетинговый ход. Но я тоже не имею права это говорить, потому что, скорее всего, есть люди, которые занимаются продажей такого товара и за счет этого зарабатывают деньги, это приносит им хлеб, у них есть дети и так далее. Поэтому помогает покупать. Значит, здравствуйте. Проблему тромбофлебита второй степени можно решить препаратом ИТФ. У нас есть... Ваня, можешь включить свет? У нас есть великолепная мазь. Это великолепная, просто чудодейственная, космическая, там, одна из самых лучших когда-либо придуманных, наверное, мазей, которая лечит заболевание тромбофлебит. Просто мажете на уровень тромбофлебита мазь, и это убирает тромбофлебит и тромбоз. Если используете месяц, где-то процентов на 10-15 убираете. Используйте 2 месяца на 20-30%. Полгода используйте, полностью вылечиваете. Варикоз сюда относится. Варикоз, флебоз, флебит. Какая мазь? Варикозиновая называется. Она очень красивая, варикозиновая. Я вообще считаю, что некоторые мази нашей компании необходимо иметь каждому человеку. У нас есть мазь такая, называется прополис и живица. Она очень красивая, в середине темного цвета, и имеет очень невкусный запах. В случае, если у человека есть псориаз или какое-либо... В случае, если вы разрезали палец, достаточно одного намазывания для того, чтобы перестала идти кровь и сразу же образовалась грануляция разрезанного пальца. В случае, если вы возьмете данную мазь и намажете ее на марлю и приложите к экземе или псориазу и продержите это сутки, то после снятия такой марли у вас часть этой псориатической бляшки останется на марле и кожа очистится. Это уникальная мазь, причем она уникальна тем, что не имеет никакого абсолютно токсического воздействия на человека и не может вызвать аллергический отек. Что очень свойственно для многих предлагаемых мазей лечебных, которые рекомендуют предлагать во время использования лечения псориаза, экземы или нейродермитов, там чего-либо. Если у вашего ребенка аллергия, если у вас растяжки, у вас была операция, есть где-то несращивание кожи, рекомендую использовать данную мазь, она просто уникальна, она настолько активно работает, как заживляющая, насколько можно себе придумать. Здесь находится живица, которая собрана с нескольких деревьев. В случае, если есть там тромбофлебиты, на фоне тромбофлебита или сахарного диабета, или каких-либо там артериосклерозов, образовалась трофическая язва, то я рекомендую не просто мазать вокруг трофической язвы, а накладывать еще сверху, прямо поверх этой язвы. Почему? Убирает буквально за 1-2 минуты гнойные воспаления язвы, убирает, сращивает эти ткани. Вообще считаю, одна из самых уникальных мазей.
В ней находится живица, это то, что собирают с елочек, пчелиный воск, прополис, масло облепиховое, масло соевое и эфирное масло кедры натуральное. Я считаю, что оно очень уникальное по своему качеству. Считаю, что наши мази, которые выпускает наша компания, они утвердили уже четко нас на рынке. И сейчас есть огромное количество просто людей, которые с благодарностью пишут благодарные отзывы и говорят, что очень нравится, очень нравится, очень нравится. Давайте сейчас напишем, нравится кому-то использовать какие-либо наши мази. Кто-нибудь пробовал использовать мази для лечения варикоза? Есть ли люди, у которых были проблемы, связанные с артритами, и вы использовали мою мазь «Золотой бальзам Дуйко»? Людмила из Кировограда. После гинекологической чистки резко вошла в менопаузу. Начали принимать канцеромедин, ваши рекомендации. Диагноз леомиома матки, железистый полип. Гистология показала типичные клетки, но при повторных срезах онкодиспансера сказали железистый полип. Ура. Часть докторов Кировограда говорят удалять, а часть Киев рекомендует пока только наблюдаться. Приняла решение наблюдаться, а ваши рекомендации? Я считаю, что есть смысл наблюдаться. Очень частые приливы в течение дня, раз 20, дискомфорт, конечно. У нас есть очень хороший препарат от климактерических расстройств. В случае, если у вас менопауза и у вас частые приливы, это может создать плохие условия, которые могут вызвать аденому гипофиза, а также могут вызвать опухоли надпочечников или вот такие железистые новообразования в виде полипов в области вашей матки. Я рекомендую использовать в этом случае наш препарат, который называется КЛ или по-другому Климакс-Рикс, убирающий климакс, КЛ-Рикс. Препарат, который убирает климактерические нарушения. Как принимать данный препарат? Если у вас очень тяжелая стадия перенесения вот такого климактерического периода, я рекомендую употреблять данный препарат по 2 таблетки, 4 или даже 8 раз в день. Не жалейте денег, купите этот препарат. Не бегайте за дешевыми препаратами, они не помогают. Оксана, ты пробовала другие препараты вместо нашего препарата? Какие самые лучшие? Наш, конечно, лучше. Наш лучший. Просто как бы кто не переключался на что-либо, вы все равно выберете наши препараты. Потому что они достаточно живые, быстро работают, потому что они очень натуральные. Помните, я в самом начале говорил, что лечусь экологично. И дают возможность человеку не отравиться и не сделать так, чтобы после лечения препаратом нужно было лечить еще вас от того, как этот препарат вас полечил. Таким образом, или провести реабилитацию воздействия лечащего препарата. Подскажите, что рассасывает гематомы и что восстанавливает белковый обмен? Очень хороший вопрос. Белковый обмен очень часто нарушается в случае, если у человека есть поражение печени. То же самое с тромбозом. Очень часто тромбоз является не заболеванием, а тромбоз появляется в случае, если есть внутренние кровотечения. Смотрите, у вас есть внутреннее кровотечение и пародонтоз, вид какой-нибудь во рту, и у вас поднялись десны на фоне сахарного диабета, и иногда появляется кровотечение при чистке зубов. И вы думаете, что данные кровотечения при чистке зубов никак не связаны ни с чем. Очень напрасно, потому что такие кровотечения, скорее всего, вызовут поднимание тромбоцитов в вашем организме. Почему? Потому что любое внутреннее кровотечение, где бы оно ни находилось, устраняется путем тромботизации данного кровотечения. Поэтому в случае, если у вас есть какие-либо изъязвления, где бы они ни находились, там поджелудочной железы, двенадцатиперстного кишечника, там геморрой, там заболевание пародонтоз, там заболевание панкреатит, хронический пилонефрит или какие-либо другие заболевания, при которых там цистит, асцит, там, будь что. То есть все эти заболевания, когда воспаляется слизистая оболочка и там появляются язвы, всегда будут приводить к тому, что будут расти ткани, которые должны затромботизировать места кровотечения. Таким образом,
Вы пытаетесь лечить тромбозы, а я говорю, что тромбозы в этом случае лечить нет никакого смысла, потому что нужно выяснять, в каком месте есть кровотечение. И в случае, если у вас это заболевание, скорее всего, связанное с печенью, то, скорее всего, такие кровотечения и будут находиться, скорее всего, в печени. То есть, видимо, происходит постоянное поражение печени, значит, за счет этого не происходит формирование и распад белков. Ну и что нужно лечить? Нужно лечить заболевания печени. К этим заболеваниям печени относится ряд заболеваний. Это накопление токсических элементов, лечится препаратом ЕМА. Это накопление, скорее всего, или там поражение клеток герпевирусной инфекции, который лечится препаратом ГВИ Германии. Это, скорее всего, возможно воспаление 12-перстного кишечника или даже язва желудка, а также, возможно, это реактивный или хронический панкреатит. И вы видите, что для устранения данного заболевания нет смысла принимать что-то одно. Поэтому наша медицина, к которой вы обращаетесь с данным заболеванием, скорее всего, будет разводить руками и будет говорить: ну, мы не знаем, как вас лечить, потому что, правильно они говорят, они не знают, потому что, скорее всего, инфекций много, и, скорее всего, поражений печеночных и клеточных много. Это может быть там жировой атовизм печени, вызванный там непонятно чем, нервными переживаниями, сбоем эндокринной системы, заболеваниями панкреатит, заболеваниями язвы желудка или там гастродуоденитом, возможно, там заболеваниями пищевода, ну будь что. И на этом фоне происходило длительное инфицирование, скорее всего, гемотоксическими элементами вашей крови. Печень находилась все время под нагрузками, никто на это не обращал внимания, токсические вещества попадали вновь и вновь в вашу кровь. И вот это и сформировало вот такие условия сейчас работы печени. Можно ли как-то печень полечить? Обычно говорят: о, это у вас печень забита, вам нужно печень чистить. Нет, нет. Дело в том, что когда вы чистите печень, то вы не чистите ведь клетки самой печени, они же не очищаются. Что-то должно заставить эти клетки работать. То есть нам надо не очистить печень, а восстановить клетки печени. То есть чтобы они из жира превратились в ткань белковую, чтобы не было этого жирового атовизма. Это, скорее всего, может быть связано с высоким количеством молочной кислоты. А вам говорят: занимайтесь еще и спортом. Да сейчас, если вам дать возможность заниматься спортом, то ваше состояние ухудшится. Принимайте карбонады, да, или там карбонадную воду содовую, или пейте соду в виде, там, заваривайте по неумывакину соду, и, там, принимайте это в середине. Но это ухудшит состояние. Любая сода вызывает увеличение количества молочной кислоты еще больше. Ну, я, конечно, промолчу по поводу перекиси водорода. Почему? Ну, достаточно легкое вещество для того, чтобы отравить себя, понимаете. Но дело в том, что перекись водорода – это оксид, а наш организм, он оксиды не усваивает. Таким образом, любые оксиды, которые формируются, они не предназначены для того, чтобы усваиваться в нашем организме. Чем хороша перекись водорода? Перекись водорода уникальна своим антисептическим действием, поэтому если есть порез или есть там бактериальная какая-то инвазия верхних слоев кожи, формированная геморрагия там кожи, тогда можно использовать перекись водорода в виде антисептического действия. Кстати, такое же действие может создавать обыкновенный спирт там, и там, спирт, содержащий любое вещество, не обязательно перекись водорода. А уже принятие перекиси водорода перорально, ну, я не считаю, что это может быть очень эффективным действием для человека и может привести человека, ну, к очень хорошим результатам. Хотя многим людям и лучше от того, что они принимают перекись водорода. А это почему? Я считаю, что это связано с тем, что у очень многих людей во время длительной болезни гастродуоденит формируется ложный круг пищевода, появляется грыжа пищевода, изъязвление пищевода. И в дальнейшем это приводит к тому, что пищевод находится в не очень хорошем состоянии. Также недостаточно активно работает рефлюкс глотания. То есть человек, когда глотает, не доглатывает до конца. Такое тоже очень часто бывает. Это возникает в случае, если человек торопится, в случае, если человек в попыхах кушает, он как бы проглотил, но не доглотил это. То есть оно должно, у нас же пищевод длинный, получается, пища, она должна волнообразно опускаться по пищеводу. И часть пищи, естественно,
может находиться в пищеводе. Естественно, она может в пищеводе находиться, после этого может происходить процесс распада, процесс, скорее всего, изъязвления пищевода, и в дальнейшем это может быть существенной проблемой. Именно поэтому я очень часто говорю, что пищевод, в случае, если вы выпили лимонный сок и у вас очень сильно печет в пищеводе, это говорит о том, что у вас есть, скорее всего, язва пищевода. Что? Висим? А я тут. Все. Так по печени лечить печень. Давайте быстро напишем «видно меня, слышно меня» и продолжим. Очень хороший вопрос сейчас задала Наталья, которая написала: скажите, пожалуйста, обязательно ли нужно удалять фиброаденому груди 2 на 2 сантиметра? Дело в том, что все абсолютно узлы, которые появляются в железах внутренней секреции, эти все узлы, в отличие от любых других опухолей, которые могут появляться в нашем теле, они всегда очень опасны. Узлы, они всегда, все железы внутренней секреции, они всегда связаны с большими лимфоузлами. А вот уже через лимфоузлы очень легко инвазировать или заразить остальные части вашего тела. Поэтому я очень часто рекомендую, в случае, если опухоль была найдена, сделать ее гистологические исследования. Причем я могу вам сказать, что если опухоль такого небольшого размера, 2 на 2 сантиметра, то ее можно удалить без удаления общей грудной железы. Очень часто женщины боятся и очень напрасно это делают, потому что очень часто удаление небольшой опухоли – это лучше, чем удаление потом одной груди или лечение длительными химиотерапией. Я вообще рекомендую, в случае, если опухоль есть, сначала сделать биопсию опухоли, гистологические исследования. Если ткани подтвердят наличие злокачественного образования, то лучше прооперировать и убрать это все. Зачем так рисковать вообще? Ученица первой ступени Любовь Николаевна Демидова, 62 года. Подскажите, пожалуйста, онкология груди 3 степени с метастазами, назначили химиотерапию, потом облучение, возможно операцию, затем есть ли шанс? Да. Чем можно полечиться народными средствами? Я вам могу посоветовать не лечиться народными средствами. В случае, если у вас опухоль груди, она достаточно четко диагностирована, то я вам очень рекомендую пройти эти назначения, которые дают вам врачи. Сейчас опухоль молочной железы при ранней диагностике, а у вас 3 степень, это достаточно ранняя диагностика. В вашем случае, если сейчас начать лечение и не лечиться народными средствами, то это может быть очень эффективно, потому что такие заболевания, как опухоль молочной железы, опухоль щитовидной железы, дальше опухоль матки, дальше опухоль и все, меланома. В случае, если достаточно рано выявляется, и в вашем случае это не общее поражение активных органов, и в случае, если вот сейчас начать ваше лечение, то, скорее всего, вы сможете выздороветь. Практически диагностика и лечение убирает практически в 99 случаях все заболевания. А вот наша медицина народная не может этим похвастаться. То есть там уже редкие случаи. То есть из 100% там 3, 4, 5% на фоне приема отравляющих веществ, каких-то грибов или каких-либо лекарственных отравляющих средств, АЦД и так далее. Процент меньше. В этом случае наша профессиональная медицина все-таки все же выигрывает. Поэтому если вас диагностировали, то возьмите себя в руки, ничего не бойтесь и пройдите. Будет для вас опытом. Ничего в этом страшного нет. Если диагностируют у вас опухоль, после этого проведут лучевую терапию, это безболезненно. Неплохо себя после этого чувствуешь. Химиотерапия – это не так страшно. Я когда проходил химиотерапию, меня даже не тошнило. Могу сказать, что в этом ничего страшного нет совершенно. Тоже проходил и 20 лучевых терапий, и около 14 химиотерапий. Видите, все хорошо, сижу и улыбаюсь. Можно помочь при пролапсе
митрального клапана можно... Пролапс митрального клапана – очень частое явление на фоне ишемической болезни сердца. Сердце увеличивается, наоборот, гипертоническая болезнь сердца. Сердце увеличивает свой объем, а митральный клапан остается того же размера, в котором он находился. Таким образом, лечение гипертонического заболевания поможет лечить и митральный клапан сердца. Таким образом, можно сказать с уверенностью, что лечение гипертонии в дальнейшем приведет к тому, что пролапса митрального клапана не будет. Поэтому я рекомендую использовать препарат Тонизон, препарат ЕМА, НСКАРТ, кальций цитра в ходе лечения пролапса митрального клапана. Я у вас купила препараты, скажите, как их принимать? Все сразу или сначала один пропить до конца, потом следующий принимать? Разделите те препараты, которые вы у меня купили, на 3 приема. Одну неделю пейте одни препараты, не в одной пригоршне, а друг за другом. То есть 2 таблетки запили, 2 таблетки запили, 2 таблетки запили, выпили жидкое. Утром натощак принимайте, а вечером перед сном. Разделите прием препаратов на 2 курса. Одну неделю одни препараты принимайте, вторую неделю другие. Андрей Андреевич, говорят, что из-за майонеза появляется целлюлит. Это правда? Я считаю, что больше целлюлит всегда появляется на фоне того, что у человека происходит жировой атовизм печени. То есть происходит инволюция печени, и клетки печени превращаются в жировую ткань. С чем это связано? Это связано с большим количеством или употреблением очень большого количества активных углеводов. Я вообще считаю, что нормальному человеку нет никакой необходимости принимать большое количество активных углеводов. А это еще что такое? Это конфетки, печеньки, это там вода, в которой находится там глюкоза, чай с сахаром можно не пить, кофе с сахаром можно не пить, компот можно пить чуть-чуть подслащенный, а не очень сильно подслащенный. Мы такое большое количество принимаем углеводов, что эти углеводы должны куда-то реализовываться, и обычно они гликогируются вместе с гемоглобином, складываются в нашей печени и приводят к жировому перерождению самой печени. Нервные состояния могут гликогировать углеводы. Поэтому я рекомендую все-таки обращать внимание и убирать большое количество синтетических, можно сказать, углеводов из нашего рациона питания. К синтетическим углеводам, я считаю, можно принести еще и мед. Я не считаю мед очень полезным для человека продуктом. Я считаю, тоже нельзя это говорить, потому что, возможно, это переходит где-то границы. Нравится вам мед, принимайте. Просто в случае, если вы полный человек, а также в случае, если вы человек, у которого есть проблемы с сахарным диабетом, с работой поджелудочной железы, общее плохое состояние, то мед не улучшит это состояние, а ухудшит. У меда очень высокое содержание глюкозы в меду, понимаете? Получается, у нас сахар, у него наличие глюкозы меньше, чем у нашего меда, который мы принимаем. Таким образом, если вы примете сахар, то это будет в сахаре глюкозы там 8 микромоль, а в меду 11-12 микромоль. То есть там на порядок в половину больше, чем в сахаре. Таким образом, вы получаете большее количество углеводов, чем если бы вы ели обыкновенный сахар. Что сахар не полезно, вот мед ешьте. Я так не считаю. Я считаю и сахар, и мед не полезны для нашего организма. А уж тем более о пользе шоколада и говорить бессмысленно. Я считаю, что шоколад – препарат, который человеку совершенно не нужен. Я считаю, что шоколадные конфеты – это минус годы своей жизни. Я считаю, что данная еда, она совершенно не подходит человеку. Я считаю, что печеньки, вафельки и шоколадные конфеты – это еда, которую нельзя давать детям. И такую пищу могут употреблять только взрослые, которым уже терять нечего. Понимаете? Наши предки прекрасно обходились без шоколада. Знаете, и жили, и рождали новых детей. И местность, там, где мы жили, она всегда славилась полянами или росами, тем, что люди были все крупного размера, были широкоплечие, высокие, были хорошо сложенные. И это было связано с тем, что на этой территории произрастало небольшое количество таких продуктов питания, которые были бы или имели в своем содержании большое количество глюкозы.
поэтому рацион питания содержал маленькое количество глюкозы, это было недоступно. И уже потом, со временем, там, в 1700 году, немножко раньше, может быть, появились первые купцы, которые начали привозить сахар из-за границы и продавать в виде горок. Обычно люди богатые отличались от бедных тем, что у них была большая возможность есть сахар. И начали обращать внимание на то, что эти люди, у них очень быстро начали портиться зубы. Именно почему? Потому что сахар приводит к тому, что у человека появляется, скорее всего, формируется сахарный диабет. И на фоне такого сахарного диабета формируется разрушение зубной эмали. А что давать детям? Точно не сосательные конфетки. Почему? Вы думаете, сосательные конфетки Дюшес или там Барбарис, они хорошие? Я считаю, это не так. Я тоже их любил раньше, но могу сказать, что сейчас я их не ем, потому что отдушка, которая там используется, это то же самое, что дать ребенку там 2 грамма бензина. То есть я не могу позволить своему ребенку давать сосательные конфеты, в котором находится бензин в чистом виде. Почему? Ну, мне очень хочется, чтобы он рос здоровым. Уже если идти на что-то, тогда если выбирать вот такую сосательную конфетку Дюшес или обыкновенный кусочек шоколада, то я лучше дам шоколада кусочек. Хотя я шоколад считаю тоже вредным продуктом. Мы дома делаем так. Мы варим компоты из сухофруктов. Я покупаю много изюма, покупаю сухофрукты, которые дети едят постоянно. Также в случае, если дети хотят, берем орех. Этот орех вместе с изюмом там перемалываем, добавляем небольшое количество меда или там черничного варенья или какого-нибудь еще и даем деткам, чтобы детки ели. Такие муссы стараемся разбавить и делаем это в виде вот таких варений для того, чтобы детки кушали вот такое. Стараемся, чтобы у нас дома были постоянно фрукты, бананы, апельсины, ананасы сейчас очень доступны, они не такие дорогие, как раньше. Также варим постоянно какао, добавляем в это какао молоко, поем детей какао с молоком. Также в рационе питания моих детей постоянно есть молоко. Они каждый вечер выпивают молочко, после него они хорошо спят, не чешутся там во сне. Это их успокаивает. То есть у нас есть вечернее принятие молочка, покупаем овсяное печенье, даем детям, чтобы они вмакали это в молоко и после этого шли спать. Это красивая такая процедура, когда дети разливают молоко и пьют овсяное печенье. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. У меня вообще очень могу посоветовать изюм тем людям, у которых есть проблемы со стулом. Вообще есть синий изюм, я очень рекомендую его кушать тем, у кого крепится постоянно кишечник. Возьмите для себя как за постоянное применение сухофруктов. Среди сухофруктов самый лучший сухофрукт – это изюм синего цвета. Синий изюм, он укрепляет кости. Синий изюм имеет ярко выраженное восстанавливающее, омолаживающее действие. Вообще изготовление синего изюма всегда хранилось на востоке в тайне, и синий изюм и сушеные финики считалось чуть ли не панацеей в свое время от всех заболеваний. Существует даже специальное питание мумии, когда мелят изюм, добавляют туда сушеную курагу, добавляют туда кукурузную муку и делают специальную кашу мумии. Данная каша мумии очень омолаживает человека и очень в хорошем состоянии. Сейчас вот эти сухофрукты обрабатывают. Вы, даже если очень сильно захотите, не сможете найти абсолютно чистые продукты. То есть у вас есть два вида. Или использовать те продукты, которые есть, либо найти продукты, которые вы можете сами сделать. Ну, другого же выхода нет. То есть обрабатывать, не обрабатывать, у вас выбор есть. То есть какой выбор? Вот мне очень часто задают вопрос, вот это обрабатывают, и что? И от того, что обрабатывают, что мы теперь не должны это кушать, ну давайте так прикинем сейчас, что не обрабатывают тогда. Говорят, это без ГМО. Не бывает сейчас продуктов без ГМО. Когда Мичурин умер, то до того, пока он жил, Мичурин разработал систему генетического модифицирования в Советском Союзе там, 3000 или 4000 сельскохозяйственных растений. А это было еще там, в 40-х, 50-х годах. Таким образом, можно сказать, что если уже в 40-х и 50-х годах были генетически модифицированные семеренко, там, сорта винограда, там, картофель, клубни картофеля и еще что-то,
то что же могло произойти в генетике спустя вот эти вот 50-60 или сколько там лет прошло? Конечно, мы сейчас не бывает не генетически модифицированного, не бывает. Все обрабатывает, все генетически модифицированное, не бывает. То, что было раньше генетически не модифицировано, это, скорее всего, кем-то собрано в виде библиотеки и где-то хранится, знаете, под землей в каких-то базах, там, возможно, даже военных. Почему? Потому что все остальное имеет генетическую мутацию. Также из-за того, что солнечная активность увеличена, полюсы Земли изменились, радиация полностью поменялась, количество радиационного фона изменилось, ну много чего поменялось. Информационного фона, радиационного фона квартиры, очень много всего поменялось. Даже если сейчас проводить исследования молекулярные, то клетки наши, они будут отличаться от клеток наших детей. Мы уже даже визуально не такие, как были наши прадедушки. А наши дети, они вообще не похожи, очень часто не похожи на нас, даже составом своей кожи, составом своей крови и так далее. Почему? Все происходит по принципу естественного отбора. Естественный отбор увеличивается, или функция естественного отбора ускоряется на фоне радиоактивного влияния. Чернобыль взорвался, в Японии взорвалось что-то, еще где-то там утечка была радиации, еще где-то солнечная активность очень высокая и так далее. Это не может, ну вот, никак не повлиять на самочувствие и общее состояние тех людей, которые живут. Мы живем в процессе бесконечной мутации, сильные существа выживают, слабые начинают умирать. Это естественный отбор, даже вот такой химический. Андрей Андреевич час назад поднесла руку над кипящим чайником и не сильно ошпарила руку. Сразу нанесла на место ожога золотой бальзам Дуйкова. Боль прошла через минуту. Конечно, если трогать, то чувствительность не болит, если не дотрагиваться. Как известно, место ожога печет долго. Огромное спасибо за бальзам Дуйко. Спасибо. Очень мерзну, находясь в теплом помещении. Потом спину, как бы холод по спине, мерзнут руки. У меня есть препарат, называется Сурактам. В случае, если начнете принимать по одной чайной ложке утром и вечером, то тогда ваш иммунитет увеличится вместе с тем, что внутренний огонь подогреет вас. Дело в том, что существует понятие, ну, как бы понятие индийской аюрведической системы. Эти понятия, я не буду говорить там доши, пита, вата и так далее. Я буду говорить немножко по-другому. Существуют признаки присутствия в человеке тепла и отсутствия тепла. То есть и тибетская медицина, и юрведическая медицина, они говорили, сколько в человеке тепла. Есть заболевание отсутствия тепла. По-другому это заболевание, когда печень недостаточно выделяет желчь. Желчь недостаточно подогревает физическое тело, температура не поднимается. И есть специальные препараты, которые советуют аюрведическая медицина и тибетская медицина в том случае, если у человека отсутствует тепло. Неважно по каким причинам, это может быть неврология, это может быть неврастения, это может быть заболевания психические, психологические, и это может быть следствием депрессии, это может быть следствием неврологии, может быть следствием сосудистых элементов, может быть следствием там, заболеваний сердца, кишечника, диабета, там, ну будь чего, бессонниц. И тибетская, и индийская медицина, они не рассматривают это и не делят это по признакам, у них просто тепло есть или тепла нет. Так вот, если у вас тепло отсутствует, то тогда вам нужно принимать препарат, который дает внутреннее тепло. У нас такой препарат есть. Данный препарат у нас называется Сурактам. Если вы начнете принимать по одной чайной ложке Сурактам утром и вечером, вы забудете о том, что у вас когда-то что-то мерзнет. Также вы заметите, что вы совершенно перестанете болеть ангинами, простудными заболеваниями. То есть это увеличивает во многом сопротивляемость нашего организма. Сурактам – это 5 видов полыни пижма, настоянная на жидком соке самого сладкого растения в мире амла. Без аналогов в мире, очень интересный препарат. Рекомендую. Андрей Андреевич, несколько раз писали в скайп, вы не заметили. Скажите, пожалуйста, что СТФ можно приобрести для восстановления организма после онкооперации на кишечнике?
Я очень рекомендую принимать препарат Бактонорм. Раз. Второе, я рекомендую принимать препарат Хлорофилл. 2. Рекомендую принимать препарат Каолин. Бактонорм, Хлорофилл и Каолин. Бактонорм 2 таблетки 2 раза в день, Хлорофилл 2 таблетки 2 раза в день, Каолин 1 столовая ложка на стакан воды 1 раз в день. Вообще заметно улучшите и состояние кишечника. Также я рекомендую в случае раны, и эти раны там заживают или недостаточно хорошо заживают, чтобы не образовывались рубцующиеся ткани, использовать прополис живица препарат. Какое молоко давать детям? В одном из вебинаров вы не советовали пить молоко вообще. Я и сейчас не советую взрослым людям пить молоко вообще. Я считаю, что взрослому человеку особо молоко не нужно. Хотя я могу вам сказать, что практически периодами какое-то время у меня появляются молочные продукты, и очень приятно выпить молоко. Я четко для себя понимаю, что пить алкоголь вредно, но иногда хочется. Поэтому иногда я могу вечером сесть, отрезать кусочек там чего-то, налить себе виски, там крепкий алкоголь, там в красивый бокал, выпить виски, закусить страшно вредной копченой колбасой, знаете, и после этого поварнякать, вытаращив глаза. Естественно, могу сказать, что это вредно, я это четко понимаю, но, знаете, жить, как известно, вредно, что вам сказать. Естественно, если очень сильно хочется молока, то я не ставлю культ этого молока, понимаете? Я вообще считаю, что фанатичность во всем – это плохая черта. Можно фанатично объесться или эстетично покушать. Можно фанатично лечиться или эстетично лечиться. Можно фанатично кого-то залюбить до смерти, а можно эстетично обожать на протяжении всей жизни. Можно фанатично объесться на Новый год и болеть потом. Можно эстетично посидеть и на следующий год чувствовать голод. Это слово фанатично, оно неуместно по отношению к нашему организму. Поэтому, если у фанаты у вас начинают трястись руки, я рекомендую переключиться в сторону эстетики. И быть все-таки, можно фанатично пить каждый день молоко утром, в обед и вечером, и ночью просыпаться, выпивать литр. Я делаю это эстетично. То есть, когда мне в обыкновенной жизни его не пью, а когда очень сильно захотелось, я его пью в небольшом количестве. Но есть люди, которые фанатично обожают молоко. То есть, они его пьют утром, в обед, вечером, они его пьют там нужно и не нужно, то есть у них постоянно молочные продукты, молоко. Вот таким людям, фанатам молока, скорее всего, молоко не подходит. А таким людям, как я, которые пьют один раз там, в 4 месяца виски или пьют молоко один раз там, в 2 месяца, ну, таким людям, как я, которые могут выпить для того, чтобы утолить свои эстетические потребности, наверное, можно. Насчет депрессии. Препараты вряд ли помогут, официальная медицина. Как избавить человека от подключек с помощью эзотерики? У нас есть ряд. Если у вас возникают такие вопросы, я готов перед самым Новым годом провести вебинар платный, который будет называться «Лечение депрессии и шизофрении при помощи эзотерики». Также у меня сейчас в пятницу эту пройдет такой семинар, который называется «Заклинания Андрея Дуйко». Там я буду давать 100 заклинаний. Они выглядят так, то есть человек начинает произносить или бубнеть какие-то там слова, и эти слова там звучат так: чу, чи, ши, жи, джи, джая, джи, там чим, чум, рум, лум, бла-бла. То есть вот такие вот слоги, эти слоги, они убирают у человека, ну, есть такие слога, которые убирают у человека даже шизофрению. Если вы в это не верите, ну, знаете, в свое время Коперника, а также кого там еще, Джордано Бруно, их, как известно, спалили на костре за то, что они говорили, что Солнце крутится вокруг мира, вокруг, вернее, Земли. Точно так же и я, вы знаете, те коды, которые были мной в свое время, те коды, которые я дал людям, это дыхательное упражнение, во время которого человек произносит там ши-ши, ши-джи, джи-ши, вы-фы, там джая-чи и так далее. Как ни странно, вот такие коды убирают заболевания, разные причем. Очень интересные есть отзывы, сейчас на ВКонтакте у меня выложено.
Там женщина написала, что ей там 65 лет маме, она на протяжении 2 недель читала код или дышала при помощи кода, который убирает грибок на ногтях, и вылечила грибок на ногтях. Вы знаете, когда ты видишь это, то твое сознание, оно не верит в это. А я же никогда и не взывал к доверию, знаете. Мне-то что, мне вообще все равно. Я это делаю, и я считаю, что это работает. Сейчас у меня около, там, я не знаю, там 3000 человек, 5000 человек, которые отправили мне позитивные отзывы по поводу шумов Ситхи Саунд. То есть люди слушают, помогает им, лечат заболевания, им помогает. Ну, возможно, это новое дышат, и им помогает. Возможно, это новое открытие, которое вот так вот помогает людям. Есть люди, у которых сейчас не диагностируются онкологические новообразования, хотя я не считаю, что шумы или не считаю, что мои коды могут являться панацеей от этих заболеваний. То есть я не заявляю, что это вылечит, но есть такие, которым помогают. Если есть такие, которым помогают, то пусть это существует. Естественно, я стараюсь не обращать внимания на те отзывы, которые пишут люди в комментариях под моими видео, когда они пишут, что Дейко авантюрист, Дуйка ты там собор Парижской Богоматери и так далее. Почему? Ну, значит, степень образованности этого человека, скорее всего, не дает возможность ему правильно воспринимать данную информацию. И он, скорее всего, со своей позиции, находясь на том уровне знаний, на котором он находится, скорее всего, прав. И для того, чтобы понять то, что я даю, ему, скорее всего, не хватает небольшое количество дополнительной информации. А как известно, человек обычно не стремится к тому, чтобы получать или бесплатно, или платно увеличивать свою образованность. Знаете, легче жить необразованным, чем образованным, потому что это еще читать надо, это еще думать об этом нужно, на это еще и время тратить необходимо. То есть, когда человек считает себя образованным, то он базируется на том, что он когда-то изучил что-то в институте, прочитал 2 книжки и в детстве читал там русскую литературу. Ну и после этого количество концептуальных концепций, которые у него есть, мешает этому человеку на своем уровне делать правильные выводы. Ну и он опускается до того, чтобы оскорблять других людей или обвинять их в том, в чем он, собственно, ничего не понимает. Ну, естественно, такие комментарии я обычно удаляю. И раньше я пытался с этими людьми общаться и задавал всегда один и тот же вопрос. Этот вопрос звучал так. Хорошо, я каждый день что-то делаю для людей. Ну, на протяжении вот этих 6 лет записал около там 3,5-4 тысяч часов разной информации, в которой ввел не только торговлю своими БАДами, а просто бесплатные консультации в области здоровья с рекомендациями, взятых из народной медицины. Причем проверенных рекомендаций. И очень много людей, которые написали хорошие отзывы. От того помогло, и то помогло, и там, ну, у каждого своя история. И из-за того, что ты нашелся, кто-то не сможет в дальнейшем полечиться. То есть должен ли это прекратить, потому что есть эти обвинения, или должен дальше продолжать? Ну, могу сказать, ответ мой, я хочу продолжать. Потому что я считаю, что советы все-таки полезны, человек должен все равно жить в состоянии какой-то, может быть, своей индивидуальной реальности. Я считаю, что в целом, когда я провожу такие вебинары, я все равно ставлю плюс в своей карме, даю, наверное, какие-то советы, которые помогут человеку, у которого нет денег, может быть, меньше пить воды, там, воду пить кипяченую, там, не кушать большого количества сладостей. Ну, может быть, человек и знал об этом, но просто на какое-то время не обострял или не зацикливал на это внимание. А сейчас будет зацикливать внимание, и, скорее всего, на протяжении 2-3 лет кому-то улучшит состояние, и кто-то умрет позже, а не раньше. У кого-то не будет стимулироваться там молочная кислота, у человека не сформируется там заболевание онкологии или еще чего-то. Ну, понимаете, всегда должен быть кто-то, кто может альтернативно говорить даже о медицине. Естественно, когда медицинские работники там плюют и так далее, я обычно говорю такие слова. Я не противник современной медицины. Я вообще за современную медицину. Я не противник. Но если бы современная медицина была очень оптимальной, и эта современная медицина помогала бы на 100%, то народной медицины как таковой ее бы не существовало.
и не было бы бабушек, которые торгуют травками, и не было бы людей, которыми яйцами катают там кого-то, и не было бы людей, которые помогают, и к этим людям, которые помогают, не ехали бы другие люди. Поэтому я вам могу сказать, что как бы мир не был устроен, и это существует, а раз это существует, значит кто-то это покупает. Раз это кто-то покупает, значит это и существует, и помогает. Наша компания уже 6 лет на рынке. Мы никогда не вели активную рекламную кампанию этой компании. И могу сказать, что мы достаточно хорошо работаем. Это говорит об эффективности данных препаратов. Подождите, а в каких случаях лучше применять препараты, вот как таблетки, а в каких случаях чаи? Я считаю, что если вы принимаете, допустим, препарат, если вы принимаете, вот смотрите, у человека болит зуб и боль острая, вы можете выпить препарат, и боль острая исчезнет мгновенно, на 2-3 часа, а через 2-3 часа она появится. А если вы выпьете препарат и такой же чай, то тогда у вас острая боль уберется на фоне принятия препарата, а длительное действие данного препарата увеличится за счет того, что вы выпили чай. Таким образом, чай пролонгирующее действие имеет, понимаете, он увеличивает действие на наш организм. Можно ли принимать сам чай? Я могу объяснить это тоже с позиции зубной боли. Если зуб болит и вы выпьете чай, то, скорее всего, зуб будет болеть меньше, но боль от него не исчезнет. А при нервных расстройствах стоит заваривать седативный чай, Да, и применять, например, да. Я считаю, что чаи при седативных расстройствах прям необходимо применять. Особенно чай, который называется у нас Гитарекс. При всех абсолютно психических заболеваниях нужно применять чай Гитарекс. Также я считаю, что практически каждому человеку старше 40 лет, особенно мужчине, нужно пить чай Тонизон. Чай Тонизон снижает давление. Я считаю, что давление на фоне нервных стрессов – это сейчас синдром общества, понимаете. Люди, когда у них давление поднимается, они это чувствуют так. У них усталость, уныние, депрессии. Я очень часто замечаю, вы понимаете, кто придумал вообще психиатрию и основные концепции психиатрии? Эти концепции психиатрии придумали психологи. А это еще кто? Большинство из психологов не имело медицинского образования. Поэтому изучали или как бы определили разновидность психологии, из которой вышла психиатрия или которая дополнила психиатрию. Но в целом психиатрия, она как бы отъединилась от общего заболевания человека и пробует лечить только это. На самом деле только это я и говорю в смысле психического расстройства. А это неверно. Потому что очень часто человек, имея психическое расстройство, имеет какие-то психические проблемы, но на самом деле он болеет другими заболеваниями. Так человек может болеть заболеваниями панкреатит, но внушить себе, что это скорее всего черти или соседи, которые влияют на него таким образом, чтобы у него болел живот. И человек ищет возможности решения проблем с соседями, с какими-то порчами, с глазами. Я могу даже сказать, у меня есть такая, я вообще по жизни человек, который очень любит проводить всякие статистики, знаете, у меня как-то складывается в мозгах, и потом из этого формируются какие-то статистические выводы. И вот согласно моим таким вот внутренним, наверное, статистическим выводам, я пришел к некоторым открытиям, парадоксальным. Очень часто у женщин во время того, когда у них появляются фолликулярные кисты яичников, болезненные состояния матки, миомы матки, они это воспринимают с позиции, что кто-то на них влияет, высасывая их энергию. Таких людей у меня где-то 70%. На втором месте можно сказать, что женщины считают, что у них удаляют энергию, ее кто-то выкачивает на фоне гипертонического заболевания сердца. То есть они болеют гипертонией, у них поднимается давление, появляется гипертонический криз, они считают, что это чужеродное влияние. Третье. Бессонница, вегетососудистые проявления, спазмы сосудов, абсентивные какие-то проявления на фоне бесконечных стрессов. И женщины в этом случае говорят, что это влияние, кто-то мне там что-то поделал, лучше бы не делали и так далее. А на самом деле это, скорее всего, очередное заболевание. Поэтому, если вы чувствуете, что на вас кто-то влияет, по белевой веревке передает вам какую-то информацию,
то старайтесь сходить к терапевту. Пусть терапевт назначит правильные анализы и начинайте лечение психических отклонений с того, что изучайте, перед этим изучайте общее физиологическое состояние вашего организма. И вот в случае, если общее физиологическое состояние у вас будет в норме, то только после этого обращайтесь к психиатру и начинайте курсы лечения. Естественно, когда ко мне приходят люди, я обнаруживаю психически больного человека с депрессиями, начинаю говорить: у вас есть же там заболевание щитовидной железы. Говорят: так это нас сейчас не беспокоит. Ну так вас это должно беспокоить, потому что на фоне гипофункции заболеваний щитовидной железы у человека развиваются панические атаки, депрессивные эпизоды. Но человека отправляют, начинают ему давать препарат, отправляют к психиатру, назначают седативные препараты, человек принимает седативные препараты, и после этого его состояние не улучшается. И после этого закономерно, ну что же мы будем делать, как же мы будем дальше там решать вопрос. Сейчас, секунду, а вы к кому? Самобытие. Естественно, такие седативные препараты не устранят общую проблему человека, а общая проблема присутствует. Так, у меня была женщина такая, она мне 4 года звонила по телефону. И вот каждый раз, когда она приезжала, она мне все время говорила одно и то же. Она говорила: Андрей Андреевич, на меня кто-то влияет, давайте обрежем, это порча из глаза, это еще что-то. И все время говорил: как ты это ощущаешь? Вот у меня все ноет, как будто холод, и показывала мне на уровень своей матки. Я ей все время говорю: сходите, пожалуйста, к гинекологу. Сходите, пожалуйста, к гинекологу. Потом она вдруг попала к гинекологу, гинеколог поднял ручки вот так и сказала: да у вас тут опухоль, миома, там 14,5-15 недель. Что с ней делать, с этой опухолью, уже непонятно, и нужно что-то с этим делать, потому что она уже привела к фиброзу тканей вокруг этой опухоли, и у вас матка уже поражена. Как вы с этим ходите вообще? И она после этого пришла и говорит: видите, они так довлияли, что у меня прямо опухоль образовалась. Вместо того, чтобы воспринимать информацию немножко по-другому. Это, скорее всего, сначала появилась опухоль, а потом уже психические вот эти объяснения, из-за чего или почему это происходит. А это что такое? Ну, из-за мнительности, скорее всего, это произошло. Сори, что я это сказал. У меня очень плохой сон, просыпаюсь из-за мелочей. Каждый раз, когда у человека очень плохой сон, и он просыпается из-за мелочей, это, скорее всего, связано с формированием ишемического заболевания сердца. Практически в 90% людей, у 90% людей, которые болеют заболеваниями просыпания, я диагностирую ишемическую болезнь сердца, ИБС. А чем же убирать ишемическая болезнь сердца? Нужно ее убирать, просыпаясь утром, стимулировать работу своего сердца. Стимулировать. Чем же стимулируется? Азот содержащими препаратами. Из нашей компании могу посоветовать фитоэнергетик, презус монтесин, презус, энескарт, кальций, магний, D3. Очень хороший написала, очень хороший вопрос Светлана Назарова. Подскажите, у человека проблемы со стулом, без синода не обходимся. Какими средствами можно восстановить? Дело в том, что когда вы используете препарат весикодил или препарат синода, то вы приводите мускулатуру вашего толстого кишечника к расслаблению. И дефекация происходит за счет расслабления вашего кишечника. С чем это? А почему расслабление приводит в дальнейшем к повторяющимся запорам? Потому что вместо расслабления вам нужно, наоборот, стимулировать работу вашего кишечника. Он должен более активно булькать, более активно продвигать фекалии и так далее. А это уже совершенно другая история. Для того, чтобы это было, нужно стимулировать работу вашего кишечника. С чем это связано? Рассказываю. Итак, первое. Стимуляция кишечника происходит, если человек принимает препараты с аскорбиновой кислотой. Самое лучшее, чтобы ваш стул вернулся к вам. Ешьте каждый день не менее 4-5 или 400 или 500 граммов мандарин. Смешно.
Вы представляете, просыпаясь утром, съедайте кусок грейпфрута. Это звучит непонятно, но я могу сказать вам, как это устроено. Витамин С будет стимулировать вас толстый кишечник, и он начнет правильно работать, сжиматься, у него появится перистальтика. На этом фоне принимайте мой препарат, который называется франгул. Его можно принимать как чай. А также франгул будет убирать дефекацию, а препарат прокшалан заставит накачивать мышцы вашей перистальтики, вашего толстого кишечника, сигмовидной кишки, слепой кишки. Поэтому чай франгул, а также чай прокшалан. Чай прокшалан очень уникальный. У кого живот торчит, и вы не можете никак от него избавиться или там убрать его, я рекомендую попринимать прокшалан. 1 месяц приема прокшалана минус там 4-5 сантиметров живота. Один из самых лучших наших препаратов. Андрей Андреевич, а фитоэнергетик действует ярче, чем кофе? На порядок, процентов на 90. У нас есть препарат фитоэнергетик, он очень активно действует, в нем находится женьшень. У нас есть препарат, называется Старвет, или Ветстар, да, он называется. В этом препарате находятся все известные растения из рода женьшень. Вы представляете, там все известные женьшень. Он настолько уникальный, еще и вкусный. Естественно, если пить вот этот Старвет, то тогда стимуляция внутренних органов происходит, и иммунитет растет. Единственное, к чему он может привести, если его каждый день применять, то может полностью исчезнуть сон. То есть не хочется спать вообще. У меня несколько проблем. Я пью сейчас от женских заболеваний препараты. Потом хочу пропить курс по зрению. Мне нужно делать месяц перерыв. Можно не делать. От женских заболеваний и месяц начать для зрения. Или же может пропить месяц от женских болезней и сразу же начинать для зрения. Можно пропить от женских заболеваний и сразу же переходить к заболеваниям по зрению. Пью препараты с июля месяца. Какие еще препараты для печени сейчас мне пропить? Я поняла, что надо еще ГВИ, Германии, ЕМА. Это девочка такая пишет, которая вот как раз писала о лактозной непереносимости. ТФ могут помочь убрать внутреннее кровотечение печени. У меня было падение на правый бок 1,5 года назад. Вот видите, докопались все-таки к тому, что нужно было найти. Да, я считаю, что нужно принимать ЕМА, Германии, ГВИ. Я считаю, что нужно принимать тантал препарат, сурактам. Жировое перерождение печени убирается, если человек принимает сурактам препарат. Я думаю, что со следующей недели во вторник я буду презентовать препарат, который сделан у нас на основе медвежьей желчи. У нас препарат вот-вот выйдет. Это есть у нас медвежья желчь. Мы сделали экстракт медвежьей желчи, и эту медвежью желчь будем продавать в одном из наших препаратов. Это мощнейший иммунный стимулятор, поднимает иммунитет человека. Также приедет Николай Герин, привезет нам специально для нас замороженное молочко. Как оно называется? У пчел, да? Маточное молочко замороженное. И он придумал механизм, как это сделать так, чтобы маточное молочко в препарате не распадалось. И мы сделаем маточное молочко с мумиё и с черникой и будем продавать в виде сиропа. То есть человек будет стик открывать, выливать себе в рот и будет получать дозу маточного молока, мумиё и черничной пасты. Представляете? Также ждите, у нас скоро выходят все наши жидкие препараты, включая препарат Energy Life, включая препараты Оросан, ЕМА, там, и так далее. Все они будут выходить в жидком виде, в стиках таких одноразовых. Человек оторвал, вылил себе в ротик, запил и все, и бумажечку выкинул. Потому что очень неудобно носить с собой носить с собой бутылочку, а если куда-то переезжаешь, то это плюс дополнительный вес, вес этой бутылочки. А так будет там 10 стиков, вы знаете, что на каждый день вам надо по одному стику, разорвали, вылили в рот, запили водичкой, и будет более компактно и удобнее пользоваться. Да, в том числе от заболеваний желчного пузыря. Вообще медвежья желчь – это препарат, мощнейший иммунный стимулятор. Считается, что данный препарат лечит онкологические новообразования.
Я ученик школы. Приобрету ли я жилье в ближайшее время? Извините, что не по теме. Рава Галемов. К сожалению, не приобретете в ближайшее время. Ребенок 2 года. Только не пишите мне здесь больше, не отвечу. Посоветуйте способ быстрого пресечения простудного заболевания. Большое спасибо. У нас есть очень хороший препарат, он называется Ангин Норм, а также хороший препарат называется Простуфит. Ангин Норм и Простуфит. Антиангин и второй Простуфит. А также у нас есть мазь такая, которая называется, можешь мне ее дать, Оксана, с камфорой алоэ такой. Нет, она у нас антифибриз называется. У нас есть мазь такая, она называется антифибриз. Она в середине зеленая, в ней находится, ой, как много всего находится. Вот смотрите, в этой мази антифибриз находится экстракт эвкалипа, смола камфоры, смола ладана, масло чайного дерева, экстракт алоэ вера, масло касторовое, масло камфорное, масло метакапроновое, масло горчичное, масло экстракт кобыльего молока, трансфер-фактор молозива, трансфер-фактор желток яичный. О. Вы представляете, сколько ингредиентов находится вот в этом препарате. Сегодня ночью, когда я проснулся, у меня сын кашляет, я ему намазал грудь спереди и сзади. Сегодня утром встал, температуры нет, не кашляет. Как называется? Называется антифибриз. Антифибриз. Да, можно помазать горло, помазать легкие на ночь ребенку. Также можно использовать антифибриз и золотой бальзам. Золотой бальзам тоже очень эффективно убирает любые воспалительные процессы. Золотым бальзамом можно мазать даже горло, он убирает заболевания горла. Да, один из самых лучших. Золотой бальзам. Золотой бальзам. За один массаж золотым бальзамом человек летит. Он не идет, а он летит. Да. На прошлом вебинаре вы дали мантру на привлечение денег. У меня нет первой ступени школы Кайлас. Могу ли я использовать эту мантру? Нет, это не мантра, это заклинание. Очень хочется попасть в пятницу на вебинар, купить первую ступень. Да, можете использовать. Вчера писала девочка у меня на странице ВКонтакте, читала мантру, все случилось. И говорит, что я в шоке, как это работает. Какой спорт подойдет девушке 26 лет? У меня опущена почка. 2 года назад было кесарево и есть миопия. Болит спина. Думала походить на пилатес, подойдет ли он мне. И что еще из спорта для меня вы бы могли порекомендовать? Вы должны понимать, что если вы женщина и занимаетесь спортом, то вам необходимо обязательное питание. Очень часто женщины почему-то думают, что пища это не важно. И с их позиции неважная пища приводит их к заболеваниям спаек фолликулярных, спаек фаллопиевых труб. Почему так происходит? На фоне бесконечной анемии фаллопиевая труба слипается, потому что она становится тоньше и тоньше, а после этого как ниточка. Во время овуляции овуляторная яйцеклетка, выйдя из яичника, должна пройти какое-то расстояние в фаллопиевой трубе. И не проходит, застревая в этой фаллопиевой трубе в лучшем случае, деформируясь и даже разрываясь. Таким образом, проходя уже по истонченной, грубо анемичной фаллопиевой трубе, такая яйцеклетка разрывается в лучшем случае и, проникая в матку, стимулирует работу сокращения матки, открываются устья матки, и после этого идут месячные неравномерно, идут с прерывами и достаточно болезненные в момент своего начинания. Почему? Разрывание фолликулы яйцеклетки приводит к колоссальным болезненным состояниям. Это говорит о том, что женщина, скорее всего, недовольна своим внешним видом и, скорее всего, кроме кукурузы, огурцов ничего не ест. Все вы смеетесь. Это нормальный процесс. Ну и шоколада, да. И воды, наверное. Это самое главное, что есть в жизни. Я вам могу сказать, что на протяжении вот этого года я могу подвести вердикт или подвести какую-то черту. И могу сказать, в этом году у меня было около 10 пациенток, у которых сформировалось бесплодие на бесконечном голодании. Также у меня было около, наверное, 5-7 пациенток. Это девочки, у которых на фоне голодания сформировался рассеянный склероз. То есть мозг не получал питательных веществ, на этом фоне произошло разрушение коры головного мозга. Сейчас этим женщинам там 20-30 лет. Самая молодая, сколько ей тогда было, Оксана? Лет
20. Даже 20, наверное, нет. Ну вот самая молодая девочка, 20 лет не было, год она проголодала, на этом фоне принесли КТ коры головного мозга, МРТ, и там расширенные диапазоны рассеянного склероза. И она говорит, вот мы голодаем, и после этого она здесь встала и на балконе упала в обморок. Ну, я ей очень сочувствую. Также ей сказал то, что вам скажу, что питание необходимо. Поэтому, если женщина начинает заниматься спортом, то у нее в обязательном рационе питания должно присутствовать мясо. Если вы не едите мясо, спорт не для вас. Поэтому ваш пилатес, филатес и вся остальная физио или процедурный там комплекс физических упражнений, он для вас может быть не полезным, а вредным. Также первые признаки того, что есть проблемы яичников. Первые признаки – болит поясница. Первые признаки того, что у человека есть гормональные нарушения, вызванные похудением, или гормональные нарушения, в которых человек поправляется, могут быть вызваны перерождением печени. Это может быть тоже связано с тем, что человек худеет. Почему полные люди едят меньше, чем все остальные? Почему? А ведь такое есть. Потому что килограмм жира выглядит гораздо больше, чем килограмм мяса. Поэтому в случае, если у вас килограмм жира, то вы будете выглядеть, ну, как полный человек. А если как килограмм мяса, тогда как более худой. Поэтому я могу вам дать совет такой. Если вы хотите заниматься спортом, делайте так, чтобы у вас присутствовали активные белки. Делайте так, чтобы кишечник очень активно работал. Не стесняйтесь, кушайте много еды, не бойтесь. И тогда ваш организм будет хорошо реагировать и не будет изнашивания организма. Есть такое понятие, в Советском Союзе было понятие такое, называлось тяжелая работа. Тяжелая работа – это когда либо тяжелая физическая работа на заводе, допустим, на заводе металлургическом комбинате в Липецке, там, где делают ферро-никелевые сплавы, есть такая работа, когда человек на каком-то таком механизме из земли выбивает чушки. Каждая чушка весит там 10-15 килограммов. В день он должен вот этих чушек выбить из земли в этой грязной работе с пылью, из земли горячей, причем чушки горячие. В день он должен выбивать там этих чушек там 1000 штук. Вот давайте умножим. 1000 штук умножим, допустим, там, на какое-то количество вот этих чушек, и получится, что он в день поднимает там 10-15 тонн вот этих железных деталей. При этом эта работа не очень высокооплачиваемая, но достаточно вредная. И таким людям, которые работали на этом производстве, его называли вредным, им доплачивали больше. И были такие люди, я их знаю очень хорошо, у которых на фоне такой работы произошло полная атрофия мышечных тканей. То есть они работали, потом их списали, и после этого они не смогли поднимать ни руки, ни двигаться, и после этого легли вот так и закончили жизнь очень плохо. Почему? Потому что наш организм, он имеет ресурс. Все в нашем организме, как и в телефоне, батарейка должно иметь свой ресурс. И у каждого человека свой ресурс заложен от рождения. У одного может быть больше ресурсов, у одного человека может быть меньше. Так у одного человека есть ресурс на работу щитовидной железы, ресурс на работу поджелудочной железы, на ресурс на работу физических упражнений каких-то. Таким образом, я могу сказать, что очень часто люди, не подразумевая, что у них есть какой-то ресурс, изнашивают свой организм, в итоге стареют быстрее, умирают раньше. Наверное, мне можно сказать, Андрей Андреевич, но там есть ряд людей, которые ведут здоровый образ жизни, они живут дольше. Мам, у меня есть очень много знакомых, которые вели здоровый образ жизни, и эти люди закончили так же, как все остальные. У меня есть знакомый, его зовут Тимур, он победитель Олимпийских игр в свое время по тяжелой атлетике. Поехал в Грузию к своему товарищу, искупался в холодной воде под ручьем, потому что очень крупный такой красивый мужчина. После этого ему через неделю вырезали весь кишечник, и он закончил свою карьеру спортсмена. Почему? Потому что на фоне переохлаждения кишечника у него развился перитонит. Вот вам. Поэтому, если вы человек фанатичный, то тогда лучше не занимайтесь спортом. Если вы человек фанатичный, тогда лучше не голодайте.
Ну почему? Это обычно удел молодых. Но удел молодых, молодые всегда думают, что они будут жить вечно. Это не так, потому что расходуют свою энергию в очень большом количестве на ерунду. Можно легко, а вот как потом это возместить, неизвестно. Заклинание и коды – это не одно и то же. Если не ученики, результат будет. Маме 90 лет, пропила бирол, мнемонорм, черничную пасту, тутус чай, гитарекс, здоровые сосуды. Состояние улучшается. Но головные боли пока не проходят. И еще появился страх при ходьбе, что упадет. Приходится постоянно держаться. Сейчас, как я понимаю, месяц перерыва, а дальше пропивать то же самое или что-то новое. Да, связывайтесь со мной, вам напишу второй курс. Как лечить сердечную астму? У нас есть от сердечной астмы препарат, он называется Презус Монтесин. Андрей Андреевич, а это вредно полдня ничего не кушать, а только вечером кушать? Я часто забываю кушать или времени нету садиться за стол. Нет, совершенно не вредно кушать вечером. Не вредно. Совершенно не вредно кушать вечером, но совершенно вредно объедаться вечером. То есть здесь нужно разделять это понятие. Если вы фанатично объелись вечером, это хуже, чем если вы просто эстетично покушали. Таким образом, если вы вечером пришли домой и вам хочется кушать, не накидывайтесь на еду и не запихивайте в себя, что попало. Кушайте не быстро, начинайте с салатов, старайтесь кушать меньше белого хлеба, старайтесь начинать не с салата, начинать сначала с приема мясной пищи, нежирной. После этого переходите к салатам и только после этого заканчивайте супом. Если вам это все нужно. Дальше. Можно ли помочь сыну 34 года? Там я так и не ответил. Так, а ты куда, сынок? Ты куда? Очень часто человек начинает принимать... Сына увидел, все забыл. Очень часто человек начинает думать, что он будет жить вечно. Очень напрасно. Дело в том, что нужно обязательно обращать внимание на свои симптомы. Если вы утром просыпаетесь от того, что нужно очень сильно вам в туалет по-маленькому, обратите внимание на ваши почки. Если вам нужно по-большому, обратите внимание на ваш 12-перстный кишечник. Если вам утром нужно срочно и по-большому, и по-маленькому, и вы сходили, то это проблема и почек, и 12-перстного кишечника, и поджелудочной железы. Еще и предстательной железы или яичников, если вы женщина. А в случае, если вы после этого, когда сходили, не можете заснуть, хотя очень сильно хочется, это говорит о том, что вы за ночь не отдохнули. Не отдохнули. И если вы утром проснулись и вам хочется досыпать, нервная система восстановилась. А если вы утром проснулись и вам в упор не хочется спать, это говорит о том, что нервная система даже не перешла еще к состоянию релакса. Представляете? Поэтому вы утром должны просыпаться. Если вы хорошо себя чувствуете и если вы вскочили и вы уже в тонусе, то это говорит о том, что вы не очень хорошо себя чувствуете. Вам надо спать больше, засыпать пораньше. Я вообще считаю, что наше оптимальное время сна не менее 8 часов. И я считаю, но на самом деле я хочу сказать, что наше оптимальное время больше. Почему? Раньше было 7 часов для человека, и этого было достаточно. Почему? Не было такого большого количества употребляемой информации. Потому что любая информация, которую вы употребляете, это истощение нервной деятельности. А вы же сейчас истощаете нервную деятельность, и этой информации у вас много. Если вы целый день просидели за компьютером 8 часов или 9, а то и 10 часов, и после этого пришли домой, посмотрели кино, выслушали близких, то после этого вам нужно спать по крайней мере 10 часов точно. Потому что в дальнейшем у вас начнутся проблемы психической деятельности. Понимаете? Дальше. Я не ответил. Применяла 10 дней пасту сатва. Она очень хорошо отбеливает зубы. Но через 10 дней произошло обострение. Сильно покраснели десны. Заболела десна между передними зубами.
что-то вскочило и болело, даже горело. Это все одновременно. Стоматолог сказал, что на губе герпес. До этого никогда его не было. Несколько дней болела вся ротовая полость, больно было глотать, потом мазала десную губу, стало легче, но иногда обостряется. Почему так могло быть? Связано ли это с сатвой? Да, это может быть связано с сатвой. Дело в том, что глина – сорбент, и это может привести к тому, что она вытягивает из ротовой полости токсические элементы, которые находятся у вас в виде токсических отравляющих веществ в слюнной железе. Это могла быть перенесенная золотуха в детское время, коклюш, а также это могло быть то, что в дальнейшем сыграло бы для вас очень плохое дело в вашем заболевании. Таким образом, то, что у вас произошло обострение, это очень хорошо. Не останавливайтесь, продолжайте чистить зубы зубной пастой сатва. Такое часто бывает, но вы же понимаете, что если это сорбент, и вы этим сорбентом чистите, то он же не только сорбент десен, он должен достать у вас из слюнных желез, из носовой пазухи что-то. А у меня есть такие дети, которые чистят зубной пастой, у них на этом фоне сняли такой диагноз, как аденоиды носоглотки. Понятно, это все на фоне чистения зубной пасты сатва. Представляете, есть такие люди, которые избавились от гингивита, от пародонтита и так далее. Представляете, за 1-2 раза от кровотечений. Может ли это вызвать герпес? Да это счастье, что оно через ротовую полость достало из организма что-то. Пусть. Это же глина, ее функция достать что-то, понимаете. Она из зубов, из десен, из носоглотки все подостает. Мы, несколько человек, начинаем пропивать панчакарма. Нам не нужно худеть. Какое состояние, чтобы начать? Какая особенность пропития? Особенность пропития панчакармы заключается в том, что обязательно человек должен каждое утро натощак выпивать 2 столовые ложки оливкового масла. И в конце недели обязательно должен прогреть себя. Каким образом это делается? Намазать себя подсолнечным маслом или еще лучше маслом ки, это топленое сливочное масло, обмотаться поверх этого теплым полотенцем или теплым каким-нибудь простыней и лечь на горячую доску парной, чтобы пропотеть, но при этом не сильно ингалировать влажностью себя. То есть здесь как происходит в этом случае очищение? Масло, которое вы наносите на кожу, в случае, если вы нагреваетесь, это масло начинает вытягивать из вашего организма токсины. Потому что особенность панчакармы заключается в том, что она имеет элемент мощнейшего очищения и интоксикации, дезинтоксикации. Поэтому я могу вам сказать, что во время панчакармы на 6-й день или на 7-й день необходимо обязательно прогревание. Ну, самое минимальное – это просто ходить каждый 7-й день в баню с вениками, но без переохлаждения, чтобы не закрыть поры. Просто греться. Попарились, после этого накинули на себя там простыню, после этого попарились, накинули на себя простыню, потом вытерлись, покупались и пошли домой. То есть без уже проруби, без охлаждения и так далее. Вот таким образом. Вот если так делать, то тогда вы будете делать правильно, произойдет дезинтоксикация. Я так и подумала, что сатва вытягивает всю инфекцию. Очень рада, что вы подтвердили мою жизнь. Спасибо, мою мысль, пожалуйста. Можно ли помочь сыну 34 глаза? 1 глаз ослеп, у второго немного сохранилось боковое зрение, читать не может, сильная миопия. Что есть для улучшения состояния, чтобы видеть? Здесь нужно обязательно проверить, нет ли у него гиперфункции щитовидной железы. Очень частое явление. Во время гиперфункции щитовидной железы человек слепнет на 1 глаз, а также косит на 1 глаз. Также нужно определить, с чем это все-таки связано, нет ли опухоли в коре головного мозга, вообще, может быть, это следствие какого-то тяжелого заболевания внутричерепного. Это глаза наши, они являются следствием внутреннего огня. Вы знаете, что в тибетской медицине написано, что человек, который умывает глаза, делает глазам плохо. Таким образом, если вы будете мочить часто глаза, то вы ухудшите зрение, а не улучшите. Естественно, когда я смотрел господина, который проводил семинары и тренинги, как улучшить зрение, он говорил, что нужно каждый день нырять в воду и открывать там глаза. Могу вам сказать, не делайте этого никогда. Вы не улучшите свое зрение, если будете открывать глаза в воде, а ухудшите свое зрение. Ваши глаза будут видеть хуже, потому что
в тибетской медицине глаза считаются качеством огня. Глаза – это огонь. Суставы, кости тоже огонь. Глаза – это огонь, кости – огонь и мозг – это огонь. А вот суставы – это земля, вы представляете? То есть там кожа – это вода. То есть там особенность вот этой медицины, она очень сложная. Там нужно все это запомнить и в дальнейшем четко это воспринимать. Поэтому для кожи вода – это хорошо, а для огня вода плохо. Понятно? Для огня вода плохо. Для огня вода плохо. Огонь и вода. Пользуясь пастой сатва, пользуясь пастой сатва, полностью растворился зубной камень. Огромное спасибо за такое чудо. И у меня тоже все зубные камни поисчезали, вы представляете. Можно ли вылечить помутнение, деструктивные изменения стекловидного тела глаз и чем? Спасибо большое. Очень часто деформация глазного яблока происходит не на фоне того, что у человека нервное состояние или усталость центральной нервной деятельности, а происходит на фоне атрофии мышечных тканей. Атрофия мышечных тканей в этом случае может быть голодание, может быть следствием переистощения центральной нервной деятельности. То есть очень много человек думает, сильные стрессы и так далее. Можно ли это все убрать? Можно. Если предварительно выявить, чем же все-таки, какая причина все-таки того, что вот такое происходит. Если эта причина в стрессах, я считаю, что это всегда стресс, то тогда необходимо попить препарат от стрессов раз, от гипертонии 2, и после этого переходить на препараты, восстанавливающие нервную деятельность, это бирол, ниманорм, вот такие, чтобы зрение улучшалось. Я кормящая мама, у меня циститы, назначили антибиотики. Какие препараты ТФ можно принимать дополнительно? Можно убрать цистит без антибиотиков. Можно попринимать наш препарат, который называется цистонорм, а также можно попринимать препарат Ринокс. Андрей Андреевич, что может означать расширенные зрачки у подростка? Сердце и щитовидка в норме. Это спазм сосудов шейных артерий. Чем сильнее спазм, тем шире расширяются зрачки. Также это может быть следствием психологического отклонения, которое называется гипервозбудимость. Гипервозбудимость является тоже заболеванием. На самом деле необходимо лечить, вы правильно сказали, щитовидку, хотя нет проблем с щитовидкой. Я считаю, что нужно давать Диторекс, Гваргин, Тератозин, Серумтал. После ОРВ и у сына 8 лет осталась забитость носа. Утром есть чем сморкаться. Какие препараты давать, посоветуйте, пожалуйста. Возьмите и сделайте так. Если человек храпит, если у человека забитость носа все время, можете подавать ему капли люголя. Возьмите капли люголя, которые продаются в аптеке. 1 капля на 1 столовую ложку молока и попейте так 2 месяца перед сном. Человек перестает храпеть и у него улучшается, нос перестает быть забитым. Очень помогает, хорошо. Также я считаю, что если человек храпит по ночам, то человеку необходимо согревать ноги, он замерзает в ноги. Вот если вы храпите по ночам, начните одевать сначала тонкие носки, а сверху толстые шерстяные, даже если вам жарко, полностью перестанете храпеть. Проверено. Андрей Андреевич, как лечить невропатию? Нужно, во-первых, определить, какие принципиальные, какое проявление невропатии, после этого начинать лечение. У нас по невропатии есть такой препарат, называется эстенервы. Вот если есть невропатия, она ярко выражена, то можно Диторекс и эстенервы принимать вместе. А если одна из причин помутнения стекловидного тела – атрофия мышц, можно ли это вылечить и как? Я не голодаю, но при этом склонна к похудению без моего желания. Нужно, скорее всего, определить, нет ли заболевания, связанного с гиперфункцией щитовидной железы. Гиперфункция щитовидной железы или же гиперфункция яичников. Такое тоже может быть. Гиперфункция яичников возникает у женщины, это частое явление. Это нужно сдать анализы прогестерон, эстрадиол, тестостерон и можно, наверное, даже пролактин. И из этого уже смотреть, нет ли гиперфункции яичников. После этого обязательно
посмотреть вообще общеэндокринные исследования, сделать общеэндокринологические исследования, проверить Т4, Т3, АТ, ТПО щитовидной железы и посмотреть наличие глюкозы и инсулина в поджелудочной железе. Как паста действует на пломбы? Щадяще, потому что в данном препарате, который называется каолиновая паста Сатва, в нем находится сульфат меди и сульфат серебра. И сульфат меди, и сульфат серебра дезинфицируют полость рта, а также в случае, если есть щели между пломбой и дентой, или пломбой и там, костью или зубом, то вот эти вот все места, которые могут формировать кариес, они за счет вот этой пасты очищаются. Хорошо действует на пломбы. Проблемы с сильным выделением в организме желчи. Как бороться и что принимать? Очень хороший препарат есть в нашей компании. Называется Лунглин. Лунглин. Одна утром, одна вечером, не будет больших выбросов желчи. Можно ли давать каолинам детям 9-летнего возраста и как? Можно вместо 1 столовой ложки использовать 1 чайную ложку на 1 стакан воды. И можно давать. Ребенок в 2 года разбил нижнюю губу глубоко. Уже 8 лет, но есть большой рубец на губе. Можно ли его убрать или уменьшить? Что посоветуете? Нет, к сожалению, в случае, если рубец есть очень большой, то сейчас существует специальная эстетическая хирургия, которая позволяет этот рубец срезать и сверху заклеить это специальным клеем таким с ленточкой без шва. И после этого это все заживает, и там не останется никакого рубца. Вы можете обратиться к любому косметическому хирургу, он это может сделать за 1 час. Это совсем не сложно. Там иссякается просто рубец, после этого не нужно накладывать швы, делается определенное там спаивание этого всего. Очень несложно это делать. Если пользоваться, а так, чем бы ни мазали, ничего происходить не будет, эффекта хорошего не увидите. Если польза от аскорбинки давать ребенку каждый день в зимнее время года? Я считаю, что аскорбиновая кислота в том виде, в котором она продается в виде аскорбинки, не только не полезна, а еще и вредна. Может спровоцировать формирование заболевания пилонефрит и заболевания почек. Аскорбиновая кислота в том виде, в котором она продается как аскорбинка, в аптеке достаточно вредное вещество, может спровоцировать тяжелейшие заболевания у детей, а также у взрослых может сформировать почечные новообразования в виде камней, кальциево-фосфорных соединений. Так, ну что, я надеюсь, вам понравился сегодняшний вебинар. Сейчас я открою страницу. Александр Клименко, повторите написание препарата от сердечной астмы. Презус Монтеси. Андрей Андреевич, какое ваше мнение? Если у человека близорукость, ему лучше ходить чаще в очках или без? Врачи говорят по-разному. Я считаю, что если у человека есть близорукость или есть у него там, дальнозоркость, то человеку нужно, первое, снимать очки, и второе, не щуриться, а наоборот расширять глаза. То есть обычно наши люди делают так, мне надо просчитать, так, что ж там написано, а вы должны делать по-другому, делать вот так. Не можете прочитать, расширяйте. Потому что когда вы расширяете глаза, у вас происходит сжатие мышц глазного яблока. Вообще любое вытаращивание глаз очень положительно влияет на работу глазных яблок. Поэтому, а вот вращение плохо влияет на работу глазных яблок. Поэтому если ими вращать влево, вправо, вниз, вверх, и после этого окунать в воду, как это советовал один из знаменитых эзотерических учителей, могу сказать, что это приведет не к улучшению, а к тотальному разрушению глазного яблока. Это повысит давление, скорее всего, произойдет в дальнейшем формирование макулодистрофии или даже, возможно, разрыву макулы глазного яблока. Интересно, а травы, кроме препаратов, какие-то есть в арсенале и что лечат, для чего применяются? Какие травы? В арсенале кого? Вы что спрашиваете? Вот вы поняли, что человек спрашивает? Я нет. А травы, кроме препаратов, какие-то есть в арсенале? В арсенале чьем? Моем? Все препараты на травах. Все препараты на травах, чаи на травах, у нас вообще все травы. У нас в таблетках экстракты трав, в чаях
травы просто смолотые, без... Почему-то хочется рассказать о клетчатке. Кто считает, что клетчатка очень полезна человеку? Могу сказать, что клетчатка не полезна человеку, потому что клетчатка – это целлулоза. Поэтому любая целлулоза, которую вы будете... Вот скажите, полезно ли человеку есть бумагу? Если человеку не полезно есть бумагу, а человека, можете мне поверить, не полезно есть бумагу, то тогда человеку не полезно есть клетчатку, потому что бумага и клетчатка – это одно и то же. Поэтому, хорошо, вы мне скажете, но это же мелкодисперсионная бумага. Хорошо, отлично. Скажите, смолотая на кофемолке бумага, она полезна человеку? Или смолотая в кофемолке бумага, заваренная горячей водой? Да, заваренная горячей водой в виде слизи. Это полезно? Ну, ребята, вы понимаете, все не полезно. Андрей Андреевич, какой препарат поможет от красных вен на ногах? Варикозиновая мазь. Маме 86 лет, что можно пропить с ваших препаратов для поддержки организма, беспокоят ноги, не имеют руки. У нас есть препарат, он уникальный, называется Вертебралис. Он уникальный. Это препарат, который убирает заболевания позвоночника, хрящевых тканей, воспаление периферических узелков, отростков позвоночного столба. То есть это очень уникальный препарат. Он убирает любые воспаления позвоночного столба. Сразу же перестанут неметь ноги. Также можно вдоль позвоночника намазывать варикозиновой мазью. Кстати, забыл сказать, варикозиновая мазь настолько уникальная, что она за одно намазывание может убрать герпес. В случае, если лишаю, убирает лишаю. В случае, если у человека есть там воспаление кожи, за одно намазывание убирает любое воспаление. Это уникальность вот этой противоварикозной мази. Почему такая уникальность? В составе огромное количество действующих веществ в виде трав. Ты можешь дать мне варикозиновую? По поводу хорошего сна Фенибут помогает. Да, есть препарат Фенибут. Сейчас есть препарат нового поколения, называется Финистан и Ливана. Вот Фенибут и Ливана. Это вот хорошие снотворные такие, они действительно очень хорошо помогают. Он не нравится, да, он не должен нравиться вам, вам после него должно быть плохо, вы начнете отекать. И вообще любые препараты, которые снотворные, все абсолютно препараты снотворные в дальнейшем приводят к накоплению избыточного веса, потому что после этих препаратов появляется жуткий подъем аппетита. Очень хочется кушать. Андрей Андреевич, сын 8 лет, принимал каолин и сурактан. В конце месячного приема была рвота. Правильно, это хорошо. Это, скорее всего, глисты какого-то вида вот так вышли. А также открылся клапан печеночный или клапан желчного пузыря. Можно ли в конце приема, можно ли еще попить? Можно. Можете сурактан убрать, его больше месяца пить не нужно, а каолин можно дальше принимать, безопасно. Сильные мешки под глазами, как и чем можно убрать вашими препаратами. Если у вас сильные мешки под глазами, начните препарат ЕМА принимать. По 1 чайной ложке 4 раза в день. Как киста на почке 7 см у папы, есть препарат у вас, и какой спасибо. Есть препарат такой, если у вашего папы убрать от аденомы предстательной железы, полечить аденому предстательной железы, то киста на почке не будет формироваться. Убрать аденому предстательной железы необходимо препаратом аденомид и канцеромидин. Итак, почитаем. Варикозин. Что здесь находится? Состав. Клевер, кора дуба, кора вербены, мать и мачеха, мускатный орех, алтей, папоротник, цветы каштана, кофеин, ментол, квасцы, сорбиты, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло эвкалипта. Вот видите, какое большое количество растений находится. Естественно, такие растения очень эффективно действуют и не только на вены, а еще и на нашу кожу. В случае, если у вас где-то есть заболевание позвоночника, то варикозиновой мазью можно намазать еще и на позвоночный столб.
убирает заболевание позвоночника, делает это очень эффективно и быстро. А если у женщин киста Надпочечника, почки или надпочечника. почки? Если доброкачественное новообразование, аналогично, нужно ЕМА принимать. Я считаю, что киста почек может быть заболеванием, связанным не с дисфункцией почек, а с высокой кислотностью забрюшинного пространства. То есть ЕМА. ЕМА, да. Вот ЕМА может убрать. Андрей Андреевич, одышка при ходьбе – это сердечная астма, да. Это может быть, ну, так буквально нельзя говорить. Это может быть пролапс сердечного клапана. Это может быть гипертония сосудов. Это может быть заболевание артерии легочной на фоне, может быть, перенесенной, это может быть обыкновенная астма, не обязательно сердечная. Можно ли бальзамом Дуйко убрать липому, да, на голове? Нет, нет. Липому вы ничем не уберете, ни народными способами, ничем. Липому может убрать только врач. Появляется у человека крайне редко. Практически из 100 тысяч человек один случай, когда может появляться липома. Во всех остальных случаях это злокачественное новообразование. Поэтому, если появляются шишки на голове, и они мягкие, то нужно срочно идти к врачу. Прям срочно, чтобы он обращал на это внимание. Если на теле позвоночник. На позвоночнике не опасно, а на голове опасно. Вообще на твердых тканях, если возникает что-то, это не сильно хорошо. Новообразование на твердых тканях, то нужно очень обращать на это внимание. Вот здесь твердая ткань на лице. Если вот здесь твердая ткань и появилась мягкая бородавочка, из нее начало что-то течь, надо срочно к онкологу. У меня была женщина, она сидела, я говорю, вы болеете онкологией? Она говорит, да, у меня липома на голове, доброкачественное новообразование. Давайте посмотрим. Она волосы откинула, а у нее там большая гниющая рана, открытая меланома, понимаете, которая съедает уже там кость, гниение происходит. И говорит, идите бегом к онкологу. У нас была женщина, которая была в Полтаве, моя подружка, ей было 86 лет, она до сих пор живая. Она пришла ко мне, у нее нос заклеен был. Говорит, вот что скажете по моему носу? Сняла, а там процесс гниения такой очень ярко выраженный. Я говорю, у вас меланома или базалиома, и она у вас съедает ткани. И это видно, там фиброз ткани, оно такое красочное, плавится вокруг. Давайте идите к врачу. Она говорит, ну народные способы и тем. Нет, особенность таких заболеваний заключается в том, что если что-то капать или чем-то намазывать, то процесс быстрее происходит. И в этом случае лучше не мазать наоборот, ничем не сыпать, не мазать, а делать так, чтобы врач это вырезал. После этого она пришла ко мне второй раз, когда я приехал в Полтаву, и говорит, я по вашему совету пошла к онкологу, он мне это все вырезал, после этого сделал облучение и даже химиотерапию не назначил. Говорит, вот это я такая глупая, там 8 или 9 лет мазалась, все ходило страшно. Потом спустя время приехала, она пришла уже без этой ватки, даже видно ничего не было. Я говорю, а так могла бы умереть. А у меня была женщина вторая из Полтавы, у нее такая же базалиома была на глазу. И у нее базалиома 4 степени, я не знаю, она умерла или нет. Но там просто было страшно смотреть на человека, потому что там такая глубокая была трофическая язва на лице. Она была шириной где-то 7-8 сантиметров и глубиной, ну, тоже где-то 7-8 сантиметров. Такой вот, ну, это под самим глазом было видно глаз вообще, знаете, очень-очень. Глаз уже перестал видеть. И это особенность. Есть онкологические новообразования, это опухоли, а есть онкологические образования, это эпителиальные. То есть самой опухоли нет, а просто кожа сжигается, сгнивает, получается. И вот как раз это такое заболевание, когда саму опухоль диагностировать невозможно, а само заболевание диагностировать возможно. У нас был вот мужчина недавно, и этот мужчина, я ему говорил, его посадили на диализ. И я этому мужчине говорю, сдайте анализ на... У вас очень похоже на туберкулез почек. После этого нет, врачи сказали нет, после этого его убедил, мы поехали
в тубдиспансер и сдали общие анализы на наличие туберкулеза. Заболеваний, ну, там, после того, когда сдали такой анализ, оказывается, что он болеет заболеванием туберкулез длительное время. Поражений легких не было. Поражений легких не было, но он уже там 2 или 3 года на диализе, понимаете, то есть почки перестали работать. И ему делают диализ, получается, постоянно, он там под этим диализом, и после этого 2 раза в неделю или 3 раза в неделю диурез не увеличивается, ну и никто не может ничего сказать. После этого из-за чего-то же это произошло. У одного на фоне этого диагностировал заболевание сахарный диабет, у другого туберкулез почки. После этого говорю, ну вот видишь, ему говорят, сделай пересадку почки. Зачем? Чтобы та почка, которую пересаживают, тоже болела туберкулезом. То есть поможет ли ему это? Туберкулез может везде быть. Туберкулез – это особенность нашего иммунитета. Вы понимаете, если ребенка в детстве не привили, и ему в зрелом возрасте сделали манту, то он, скорее всего, спустя 7-8 лет будет болеть тяжелым заболеванием туберкулеза. Надо обязательно детей в раннем возрасте прививать. Если вы ребенка не привили в раннем возрасте, 1, 2, 3 годика, не сделали ему БЦЖ, то после этого в зрелом возрасте ни в коем случае не делайте ему манту прививку. Потому что это спрогрессирует или спровоцирует заболевание туберкулеза в дальнейшем. Почему? Разница между первым привитием и вторым. Получается, второе привитие, которое происходит в зрелом возрасте в виде прививки манту, оно должно показать наличие антител, которые справляются. А в случае, если до этого антител не было, то это настоящий вирус. И этот настоящий вирус 100% приведет к дальнейшим заболеваниям. Вы представляете, когда я начал исследовать тех людей, у которых есть туберкулез 4 степени, которые очень тяжело болеют туберкулезом, то оказалось, что практически всех их в детском возрасте не привили по каким-то причинам. Но все они потом в дальнейшем школьном возрасте получили прививку манту. Таким образом, могу сказать, что если вы не были привиты и вам предложат сделать прививку манту, то не совершайте такую оплошность. Андрей Андреевич, тогда вам уже прививать нечего. Все, конец. Андрей Андреевич, скажите, какие ТФ пить при болях перед или во время месячных? У нас есть препарат Менстронорм. Здоровье. Полностью убирает вот эти болезненные состояния. Людмила из Кировограда, мне 53 года, после гинекологической чистки, железный полип, гистологи сказали, типичные клетки, начала принимать канцерамидин. В вашем случае 1 столовая ложка 2 раза в день. Часть докторов говорят удалять, часть Киев рекомендует только наблюдаться. Я за то, чтобы вы наблюдались. А я же отвечал. Скажите, какие препараты пить во время месячных? Ответил. У нас после АКДС большие осложнения. Теперь боимся делать любые прививки и манту. Я объясню, почему у вас после АКДС осложнения. Вся особенность того, что ребенка необходимо привить, заключается в его предварительном осмотре. Это должен сделать после этого окулист, после этого ухо, горло, нос и после этого невролог. На основании заключения 5 этих врачей, которые должны посмотреть, нет ли отставания роста, физиологических особенностей, нет ли в анамнезе каких-то заболеваний, это должен сделать терапевт, нет ли заболеваний, которые связаны с там, перенесенными заболеваниями, там, гепатит, там, возможно, там, температура у ребенка, должны померить ему, посмотреть глазное дно, почему, посмотреть, не болеет ли ребенок гипертензией сосудов внутриглазных или там, внутричерепных. После этого на основании заключения 5 врачей можно делать прививку АКДС. У нас же это делают не так. У нас там привели, после этого там дали шоколадку и поставили прививку АКДС, чего делать ни в коем случае нельзя. Я уверен, что у вас не было бы никаких обострений, если бы предварительно вас осмотрел бы ряд этих врачей. Скорее всего, у вас, или температура была, или иммунитет был слабый, или недавно переболели чем-то. Возможно, в анамнезе там какие-то заболевания, скарлатина, корень, там, я не знаю, что угодно. То есть может ли ребенку быть плохо на фоне прививки АКДС? Если заключение 5 врачей говорит о том, что у ребенка хорошее физиологическое развитие,
нет каких-то признаков активных изменений, там, заболеваний, нет ли, ну, никто ничем не болеет, не поднималась на протяжении месяца температура, там домашний врач там, не приходил часто и так далее, то после этого, если АКДС сделать, то ребенок не замечает никак. У меня 2 маленьких детей, они прошли БЦЖ, АКДС, и не было никаких обострений, ничего. И дальше все прививки, которые необходимо будут делать, будут сделаны всем детям, кроме гепатита. Я считаю, что прививка гепатит – это прививка, которую делать ребенку нельзя. А вообще делать прививки, да? Да. Дело в том, что Советский Союз очень любил своих граждан и боролся за то, чтобы они жили долго, чтобы они могли получать пенсию. Таким образом, могу сказать, что в Советском Союзе была создана уникальнейшая программа, которая не повторилась потом ни в одной стране. Эта уникальнейшая программа позволила увеличить прирост населения в Советском Союзе и сделать одну из самых здоровых наций. Но это было до 2007 года. Потому что до 2007 года у нас было мало аптек, а в 2007 году их стало много. И с 2007 по 2016 количество аптек выросло. Если у нас выросло количество аптек, это говорит о том, что вот тот невероятный опыт, который был в Советском Союзе, почему-то нашими странами не был подчеркнут и почему-то загнулся. Поэтому я могу сказать, что если вы не будете давать своим детям сейчас прививки, то вы, скорее всего, подставите этого ребенка под сильнейший инфекционный удар, который 100% будет происходить. Почему? У вас один ребенок, и, скорее всего, в семье никто не умирал. А в Африке из-за того, что плотность населения высокая, а также никто детьми не занимается, скорее всего, 15 детей переболело там красной волчанкой и умерло. А один ребенок на фоне этого стал носителем и перестал болеть. Но после этого он приехал и может инфицировать любого человека. И такой человек может инфицировать от того, что с ним едят с одной посуды в столовой. Может инфицировать, потому что кто-то недостаточно хорошо простерилизовал инструмент после парикмахерской, когда там кому-то делали обрезной маникюр или педикюр. Правда, видите. Или там этот человек мог простудиться и там начихать на всех людей, которые находились в магазине, в автобусе, в метро или еще где-то. И вот никто не перенесет данное заболевание, потому что у всех будет и GG красной волчанки, или GG паротиту. А вот у вашего ребенка в возрасте 30 лет этого не будет, и после этого он умрет. Скажите, обидно умереть от того, что в детстве никто не сделал прививку АКДС? Наверное, очень обидно, понимаете, наверное, очень обидно. А можно ли сказать, что сейчас человек, который не получит такую прививку, никогда не поедет ни в одну из африканских стран, не поедет в Египет, Тунис, не сможет оказаться там в Шри-Ланке, в Камбодже, не поедет на Кубу куда-то, понимаете? Ну, я, если честно, не очень в это верю, потому что сейчас Азия и Восток метнулся, он во всем Евросоюзе, он есть в России и Украине. Ну, что вам сказать? Вы понимаете, вы же не знаете, сколько детей умерло перед тем, как у этого человека появился вот такой вот. Но у вас же не было столько детей, чтобы выработался один антиген, который будет там заставлять этого человека быть резистентным и иметь ярко выраженную сопротивляемость. И этот человек может быть носителем, причем он может инфицировать. А ведь никто не может выявить носителя без определенных анализов. Может ли он болеть от этого? Нет, он визуально может быть обыкновенным человеком. Но он там простудился, у него поднялась температура, резистентность снизилась, и он после этого может быть вполне инфекционно опасным человеком, который может очень ярко заразить большое количество людей. Прививка против менингита, сделанная студенткой, дала осложнение по лор. Может, это она была аллергик, заставили сделать. Можно ли убрать вот такие лор? Можно ли убрать вот такие лор заболевания? Вообще существуют такие препараты, которые могут убрать остаточные явления после прививок.
Это использование обыкновенного ниацина, никотиновой кислоты. Я считаю, что если есть после менингита осложнения в виде лор-заболеваний, нужно ввести в рацион питания B3, а B3 это ниацин, никотиновая кислота. Одна таблетка один раз в день, прием 30 дней. Кстати, вы знаете, что никотиновая кислота является лучшим средством при лечении заболевания боррелиоз любых степеней. Боррелиоз любых степеней. Тоже очень непонятно. Зачем, если ниацин с легкостью убирает боррелиоз, зачем тогда людей лечить и давать им пенициллин? То есть я где-то не согласен с лечебным протоколом. Таким образом, это витамин попить или лечить человека антибиотиками, это лучший витамин. Какой курс? У меня глаукома, 4 раза оперировали, 25 лет, говорили ВКонтакте, что можно получить вашу консультацию. Напишите мне в скайпе. Я знаю, что очень тяжело пробиться. Вот сейчас, пока я с вами разговариваю, около 300 человек уже в скайпе там пробуют что-то написать. Ну, я же тоже один, знаете, а людей много. ВКонтакте, вот пока я с вами здесь разговариваю, ВКонтакте 32 письма. А этих ВКонтакте номеров еще там штук 10. А у меня есть личная жизнь, а также у меня есть еще семья, а также я занимаюсь бизнесом, у меня предприятие, понимаете, есть люди, которые приходят в Киев. Такое дело. Обращайтесь к тем людям, которые есть у нас в скайпе, это Наталья Замойская. Сейчас у нас в киевском офисе установлено оборудование, которое делает диагностику, как это называется? Сканирование, комплекс медицинской экспертности. Комплекс медицинский экспертный сканирование. Также у нас сейчас готовится оборудование, даст Бог оно будет. Это такой планшет, человек ставит 2 больших пальца на этот планшет, и после этого сразу же прописывается, чем он болеет, и внизу какими из наших препаратов его нужно лечить. Данный планшет будет стоить там определенную сумму денег. Вы покупаете такой планшет, берете любое место, мы даем вам документ на то, чтобы вы работали, и вы можете принимать людей, сканируя их вот таким планшетом даже в автобусе. То есть человек берет планшет, ставит 2 пальца, считает до 40 секунд, да, или дольше. 2 пальца ставит, читает 40 секунд, на планшете написано, чем вы болеете, после этого внизу написано, какие из наших препаратов, в какой последовательности и когда необходимо принимать. Ходец. Удобно, размер вот такой. Там стоимость планшета, может быть, до $1000. Андрей Андреевич, у нас в Германии делают прививку сразу против 6 заболеваний, и там тоже против гепатита. Как быть? Ни в коем случае не делайте прививку гепатита. В мире не была создана прививка от гепатита. Их не бывает. Понятно? Не было создано. Прививки от гепатита, я не знаю, что это такое. Конечно, мне нехорошо это давать в YouTube или выкладывать это, знаете. Тем не менее, могу сказать, что я разговаривал с вирусологами, они говорят, что да, есть такая прививка. Я говорю, после этого люди болеют вот таким заболеванием. Говорят, конечно, всяк бывает, тогда смысл. Есть 2 прививки, которые не нужно делать. Я считаю, не нужно делать женщине или девушке прививку от рака шейки матки, и не нужно делать прививку от вирусного гепатита. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что таких прививок не бывает. Расскажите, какой препарат поможет при наличии узлов в щитовидке? Спасибо. Очень хороший препарат у нас есть, тератозин. Это препарат, который лечит, этот препарат без йод содержащих компонентов лечит все абсолютно заболевания щитовидной железы. Просто лечит долго, не быстро. Тератозин. Слышала, что вы говорили, что киста с кальцинатами это плохо. Да, у меня была маленькая киста с кальцинатами в щитовидке, но сейчас на УЗИ уже нет кисты. А также 2 года назад были кальцинаты в плаценте при беременности. Сейчас этой плаценты уже, конечно, нет. Следует ли мне на что-то обратить внимание? Может ли быть у меня склонность к каким-то болезням? Да. В случае, если кальцинаты в плаценте образовывалось, то это говорило о том, что у вас, скорее всего, автоиммунный тиреоидит. А также есть проблемы с паращитовидной железой. Скорее всего, вы теряете кальций из организма. В дальнейшем вы можете просто начать закашливаться, начнутся сбои ритма сердца. Можно ли чем-то вам помочь? Да. Нужно сдать анализ мочи на наличие в моче кальция. Не существует вот такой анализ. Также очень хороший анализ такой, это как бы анализ для определения заболевания остеомиелит.
Также очень хорошее, ну, нужно сдать пробы щитовидной железы, ТТГ от ТТПУ. Можно ли какие-либо из наших препаратов? Можно препарат тератозин. Подскажите, а таким деткам можно делать прививки в дальнейшем? От каких можно отказаться? Невролог не разрешает делать нам прививки. У меня была недавно такая ситуация по поводу разрешает, не разрешает. Приехала девочка из Харькова, у девочки был перенесен инфаркт, у девочки был перенесен там какое-то заболевание сердца, там пролапс сердечного клапана с самого детства. Еле выносила первого ребенка, сейчас ребенку 14 лет. Ей в один голос врачи в женской консультации сказали, что на там, 14 или 18 неделе беременности она должна уже срочно сделать аборт. Создали экспертную комиссию, все подписались, ее направили на аборт. Она приехала сюда и говорит, в Харькове врачи хотят сделать аборт, я не знаю, мы очень ждали этого ребенка, очень хотим. А также врачи сказали, что если похудеешь на 20 килограммов, можешь рожать, не похудеешь, тогда тебе надо сделать аборт. А это еще что такое? Это разве их касается? После этого отправил в женскую консультацию в город Киев. Там врач в один голос сказал, наблюдайтесь у меня, обещаю вам родите нормального ребенка. Дальше девочка такая, вот она приходит к нам, Инна зовут, на очень раннем сроке беременности ей сказали, что она должна сделать аборт, потому что ее плацента, там плод, там еще что-то, сказали, что плод не сформировался, что это скорее всего пузырный занос, и сказали, что нужно срочно сделать ей аборт. Когда она мне принесла и показала снимок УЗИ, оказалось, что это нормальное развитие плодика. То есть там красивый плодик, он был красиво сформирован в виде шарика, вот все как нормальное развитие. Где они там увидели? Сказали, что в середине эмбриона нет, что плацента внизу, так она должна быть внизу. И после этого сказали, что все, вас нужно срочно сделать аборт. После этого я сказал, слушай, рожай, все нормально, выносишь, все будет у тебя хорошо. Итог какой рассказать. Последний раз она приходила сюда уже со своим ребенком. Вот вам и аборт, видите. А к чему я это сказал? От каких можно отказаться и невролог не разрешает? Если один невролог не разрешает, пойдите к другому неврологу, который посмотрит и разрешит. Раз один не разрешает, то второй разрешит. А если не разрешает, дайте взятку, тогда разрешит. Ребенку 6 лет, проблема с аденоидами. Из-за этого в детский сад практически не ходит. Что посоветуете? Я рекомендую при аденоидах делать вот что. У нас есть глина, каолин. Смешайте его с мочой и смазывайте ребенку вот так прямо на лобик и на носик вот эту глину в виде вот такой пасты. А также можно давать ребенку 1 чайная ложка на стакан воды каолина. Это уберет его аденоиды. Также очень хорошо, есть такой вот очень хороший рецепт, это применение водного раствора, аптечного водного раствора настойки солодки. Если давать ребенку солодки, то она убирает аденоид, да не просто засыхает. Какие препараты попить, чтобы повысить самооценку? Вся проблема женщин или мужчин, у которых заниженная самооценка, в том, что, скорее всего, они не хотят ничего делать. Что Грибоедова, который написал хорошую книгу, которая называлась «Горе от ума», есть очень хорошее высказывание, оно звучит так. Ну, я точно не перефразирую, поэтому ломать не буду. Вспомнил пословицу «Труден день до вечера, если делать нечего». Я могу вам сказать, что это такое. Вот смотрите, мне некогда думать о самооценке. У меня настолько занят день мой, что мне некогда думать о самооценке. У меня там 4 детей. Понимаете, мне некогда думать о том, там, прав я или не прав. У меня совершенно нет на это время. Я вообще считаю, что если вы хотите полностью изменить себя, то сделайте так, чтобы у вас в жизни совершенно не было свободного времени. Делайте так, чтобы ваша жизнь была целиком чередой бесконечной работы, нужной или ненужной. Тогда у вас самооценка повысится, обещаю. Таким образом, делайте так, чтобы вам было не скучно, и делайте так, чтобы у вас было как можно больше занятого времени.
Конечно, многие женщины говорят, у меня низкая самооценка. Конечно, они выбирают такой путь, при котором они сидят дома с утра до вечера, то сериал смотрят, то ногти точат, то там с кем-то общаются. И там, я не знаю, студент, у которого очень много рабочего, ну, у которого очень много времени. И после этого низкая самооценка. Ну так она и должна быть низкой. Вы знаете, самые интересные слова, которые сказал Дональд Трамп во время своих выборов в Америке, он сказал, что несмотря на свой возраст, я огромное количество времени уделяю самообразованию. Это сказал Дональд Трамп. Понятно? И вышел на сцену со своим сыном. Почему он вышел на сцену со своим сыном? Потому что он знает, что нужно делать немножко больше для своих детей, чем делать для себя. Вот я с ним абсолютно согласен. Каждый человек, не имеет значения, какое у вас образование, не имеет значения, кто вы. Важно то, насколько вы занимаетесь самообразованием. Вот если у вас самообразование является ключевым элементом вашей жизни, то какой бы вы путь ни выбрали, у вас будет этот путь удовлетворенным, и вы, скорее всего, будете на пути победителем, и у вас вырастет самооценка. Почему? Самооценка вырастает вместе с удовлетворенностью за те шаги, которые человек делает. Вот так. Да хватит уже. Андрей Андреевич, моей подруге поставили диагноз легочная недостаточность второй степени, деформированные бронхи и трахея суженные, к легким проходным. Это эмфизема легких, да? До этого лечили бронхит 2 антибиотиками. Один за другим результат: болит желудок, поджелудочная, не может кушать. Сейчас в больнице кашель очень сильно, делали бронхоскопию, анализы еще не готовы, чем ей можно помочь. Сейчас я могу сказать, что я буду давать. При ее заболевании ей сейчас нужно давать букалтин, а также препараты, расширяющие грудную клетку. Скорее всего, это сальбутамол или там какие-то другие астматические препараты, они будут ей помогать. Но нужно обратиться ко мне, и я знаю, как вот ее эмфизему лечить. То есть вот по-другому никак. То есть деформированные бронхи, антибиотики, это все, конечно же, хорошо. Нужно понимать, из-за чего это произошло. То есть это ангина, если вообще поражение сосуда, тканей, артерий сердечной, легочной, есть ли вообще какие-то изменения сердца, есть ли вообще заболевание сердца, то есть разобраться, был ли туберкулез в анамнезе заболевания и какой вообще в итоге ставят диагноз пульмонолог, был ли вообще, общалась ли с пульмонологом, ну, естественно, общалась ли с тем человеком, который лечит туберкулез, как их называют? Пульмонолог. Да нет, по-другому. Флеболог. Диспансер. Андрей Андреевич, вредно ли есть магазины дрожжевой хлеб? Я считаю, что белый хлеб, который сейчас продается, он не вреден за счет дрожжей, но он вреден за счет того, что в нем находится этот ингредиент, который называется разрыхлитель. Вот этот разрыхлитель, это карбонат какой-то там. Вот этот карбонат, он не полезный, потому что за счет него формируется заболевание почек. А вот ржаной хлеб хорошо, потому что во время изготовления ржаного хлеба его не поднимают, как дрожжевой хлеб, а его заваривают горячей водой и, выливая в формы, после этого запекают. Таким образом, для человека более подходит все-таки заварной дрожжевой хлеб, заварной ржаной хлеб, черный. Если он не сладкий, потому что сейчас почему-то такой дрожжевой хлеб начали добавлять сахар или глюкозу, не очень это хорошо. А вот если это без изюма, там, без семечек, я вообще считаю, что хлеб не нужно кушать с другими злаковыми. Хлеб должен быть однородный, он должен быть или из ржи, или из пшеницы. Не нужно кушать хлеб с семечками, не нужно кушать хлеб с отрубями. Я считаю, это очень вредно для человека. И льняной тоже соленый? Да, и льняной тоже. А не дрожжевой? А не дрожжевой можно кушать. И дрожжевой можно кушать тоже. Дрожжевой кушать нужно, чтобы он не был смешанный. Самый плохой хлеб дрожжевой – это вот большой круглый, потому что в нем 2 муки – ржаная и пшеничная напополам. Это плохо. Если муки 2, то тогда кушать нехорошо. Наш организм не знает, каким образом это переварить.
Мне 21 год, 1,5 года, слабость, анализ крови показал вирус Эпштейна-Барра в крови, как лечить. Вся фтизиатр, вот, правильно сказали. Сурая Гасанова сказала фтизиатр, правильно, фтизиатр, точно. С детьми не досыпаю, память не там. Для того, чтобы доказать наличие герпевирусной инфекции у человека, необходимо сдать анализ иммуноглобулинов. Иммуноглобулинов, резистентных к заболеванию Эпштейна-Барра, это IgG Эпштейна-Барра, IgG Эпштейна-Барра, IgM и IgA. Вот в случае IgM, IgA, если покажет, тогда это заболевание Эпштейна-Барра. Если у вас высокие титры IgG, тогда вы заболеванием Эпштейна-Барра не болеете. Понятно? Это такая особенность. Нужно знать, как читать анализ. Ребенку назначили пить Сонапакс и Пантогам. У него начались панические атаки. Можно выйти из этого состояния? Конечно. Скорее всего, у него на фоне вегетососудистых дистоний начали происходить на фоне Сонапакс. На фоне, скорее всего, извиняюсь, не вегетососудистых, а скорее всего гипертонических заболеваний. В фоне гипертонических заболеваний у него начало подниматься давление внутричерепное, а если дать Пантогам и Сонапакс, то внутричерепное давление еще более растет. Естественно, когда более растет давление, то выделяется адреналин и появляются панические атаки. Естественно, может ли Сонапакс создавать это? Может. Что бы я советовал? Попробуйте снять ребенка с препарата Сонапакс и попробуйте, не знаю, сколько лет там, не знаю, сколько лет и какой вес. Можно попробовать какой-нибудь противогипертензационный препарат. Можно там митопролол какой-нибудь, ну что-то совсем простое. Если ребенок 5 лет будет принимать панкресор, принос, гемортан, сирантал, гельмин, фитокалин, будут какие-нибудь побочные эффекты? Только по одной таблетке один раз в день. Побочных эффектов не будет. IgG 160. Можете забыть, вы не болеете ничего. Только что звонил сын из школы, его укусила собака за палец. Можно ли обращаться в больницу? Нужно, да, нужно обратиться в больницу на всякий случай. Гастрошизис был у плода, сделали искусственные роды. Что после этого делать? Подскажите, пожалуйста. А сколько ребенку лет сейчас? Нужно знать. Прививку от гриппа можно делать взрослым и детям? Совершенно ненужная вещь, это прививка от гриппа. Вы думаете, что... Дело в том, что прививка от гриппа – это один маркер гриппа. А сейчас у нас на протяжении 1 месяца происходит бесконечная смена маркеров гриппа, и они изменяют свое... Но это не статичный вирус. Получается, привить человеку Эпштейна-Барра можно, потому что это статичный вирус, он свое внутреннее ядро не меняет. А вирус гриппа, он меняет внутреннее ядро, и он постоянно изменяет свою внутреннюю структуру. То есть его генетическая мутация, она невероятно сильная, и она отличается. Поэтому, как бы вы ни прививали вирус гриппа, вы будете болеть постоянно новыми вирусами гриппа. А зачем нашу иммунную систему глушить еще одним дополнительным вирусом? Вы же понимаете, каждый вирус, которым вы переболели, на это уходит небольшое количество иммунитета, и этот вирус, он не исчезает, потому что он активный, а ваш иммунитет без конца с ним сражается. Таким образом, если у вас 1 литр иммунных клеток, и у вас появляется там 100 граммов вирусных клеток, то пол-литра иммунных клеток будет постоянно сражаться с этими вирусами в вашем организме. За годы вашей жизни вы накапливаете такое большое количество вирусов, что ваши иммунные клетки все время стоят на барьере, и без конца вот эти вирусные клетки постоянно с ними что-то делают. Можно ли каким-то образом очистить себя от большого количества вот этих вирусных клеток? Да, но для этого необходимы такие препараты. Вот об этом препарате буду рассказывать на следующей неделе во вторник. Это новый препарат на основе никотиновой кислоты. Вот им можно убрать вот эти вот остаточные явления, на которые тратится в большом количестве наш иммунитет. Ну а если вы будете поднимать ваши иммуноглобулины или будете принимать принимать иммунные препараты, то, скорее всего, вам будет не лучше, а хуже. Вы знаете, что поднятие иммунитета во многих случаях может спровоцировать такие сложные заболевания, как рассеянный склероз, энцефалопатия коры головного мозга, гидроэнцефалопатия. Можно ли помочь пациентке 30 лет, у которой мензис проходит с периодичностью 10 месяцев, 1 год?
Конечно, можно, да. У нас есть препарат Менстронорм и препарат Прокмарти. Можно ей давать, чтобы она принимала, и вот, конечно же, будет, ну, наверняка улучшит ее состояние. Чем можно мазать пролежни, которые гниют? У нас есть препарат, называется прополис и живица. Это супер, супер. Также очень рекомендую вот прополис и живица. Можно дома сделать и применять. Оливковым маслом хорошо будет. Для печени у нас несколько препаратов СТФ, которые убирают живое перерождение печени. Препарат Тантал. Все, на этом я, к сожалению, вынужден попрощаться с вами. Это могло бы продолжаться вечно. Я надеюсь, вам понравился этот вебинар. Итак, хочу пожелать вам настоящего человеческого счастья, которое заключается, наверное, в том, чтобы человек был, помимо всего прочего, еще и здоровым. Здоровье, я считаю, оно формируется не только на фоне того, насколько человек хорошо ведет себя в обществе, насколько он верующий или неверующий, насколько он следит за своей гигиеной. Одна из составляющих нашего физического и эмоционального здоровья – это наша семья. Я хочу вам пожелать, чтобы в вашей семье всегда процветал мир, чтобы вы могли уступать друг другу, чтобы в семье присутствовало уважение, а также проявляйте заботу о тех, кто должен, о ком вы должны заботиться. Ставьте на первое место заботу о семье, на второе место добывание для этой семьи денег и так далее. Я желаю вам здоровья. С вами был Андрей Дудко, президент компании «Тибетская формула». До свидания.